Оказывается, не на ковер у нас сейчас выйдет Ибрагим Исаев, а выйдет с нами на связь в прямом эфире. И спросим мы у него, сколько он схваток провел, скольких побед добился. И как... Ибрагим. Да, слушаю вас. Слышите, да? Все хорошо? Да. Ибрагим, ну сколько вы уже схваток провели? Первый круг свободен был. Ага. Вот, одну схватку проиграл дагестанцу. Сейчас вот должен быть с осетинцем, вроде бы, так по жеребьевке. Посмотрим, как судьи там раскинули нас. То есть там жеребьевка, в общем-то, проходит, что называется, по ходу состязаний. Ну да, иногда бывает перекидывают. Ну, вроде я попадаю на осетинца, должен с ним. А получается, проиграли вы Асхабали Халидову, да? Да, в Но такой это обидной схватке. Ну, по-моему, очень серьезный такой соперник-то Асхабали. А в чем была вообще обида вот в этой схватке? Что там не получилось? Да, я выигрывал 3 балла. И в концовке попался на самбийский прием. Зацеп. А мы как раз, кстати, показывали вот эту схватку. Действительно, 3 балла преимущества. И потом получается, что чистая победа Халидова, да? Да, вот. Вот эту драматическую схватку мы как раз и показали. Ибрагим, ну что я вам хочу пожелать? Вот давайте следующую выигрывайте. Вы же понимаете, после 2 поражений спортсмен прекращает борьбу. Но надо все-таки, надо вырываться, надо приносить очки для своей команды. Успехов вам, удачи, большой удачи. Спасибо большое. Будем за вас болеть. Спасибо. Да, вот так, оказывается, мы показали все самые драматичные поединки борьбы на поясах, в том числе вот и борьбу Ибрагима Исаева и Асхабали Халидова. Вы, наверное, помните, да, вот 3-0 вел Ибрагим Исаев, и вот он, говорит, попался на самбийский прием. Вот такая вот штука случилась. И я помню, что еще оказался вот на лопатках Ибрагим Исаев и так за голову схватился. Ну как же я мог так вот... Обидно проиграть. Ну что, это спорт. В спорте может быть всякое. Это, в общем-то, достаточно банальные фразы, но тем не менее они очень справедливые. Дорогие друзья, вот сейчас еще один будет перерыв в нашей трансляции. Большое спасибо всем, кто остается в это время у экрана своих телевизоров. Поверьте, вот по телевизору видно гораздо больше, чем может быть даже здесь на стадионе, потому что мы помогаем вам посмотреть сразу несколько состязаний, соревнования по нескольким видам спорта. И как выяснилось, что действительно мы очень хорошо попадаем. Вы видите самые драматичные поединки, вы видите финалы, вы видите, так сказать, самые лучшие, например, броски в силовом троеборье. Так что никуда не уходите. После перерыва возвращаемся сюда, на стадион имени Султана Белимханова, где продолжается фестиваль культуры и спорта народов Кавказа «Грозный 2014». 30 секунд. Профессиональный шоурум строительных материалов, торговый центр Freedom. Для тех, кто ценит время и качество. Современные отделочные строительные материалы, кровля, фасад, отопление, крепеж, кондиционеры, бассейны и многое другое. Freedom. Все лучшее в нем. Торговая компания «Татаев». Мебель со всего мира. Перевозка автомобилей автовозом по маршруту Грозный-Москва-Грозный. Телефон для справок 8 928 30 65 65.
Добрый вечер, уважаемые телезрители, гости в студии. Я Абдулла Истамулов, и сегодня наша передача, наша встреча – это тема Кавказской игры. 5 республик Северного Кавказа встречаются в Чечне в рамках Кавказских игр, или более правильное название, вы его видите, фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Что такое спорт? Традиции. Мы эти 2 дня в полном смысле это все увидим. Народы Кавказа, они жили в мире добрые сотни и тысячи лет. За это время у них сформировалась своя общая культура, общие отношения, дружеские связи, родственные связи. Но дух соревновательности, он остался. 5 лет идут Кавказские игры. В прошлом году победителями стала Чеченская Республика, и по правилам игр следующие игры, то есть эти, проходят в Чеченской Республике. Дисциплины, которые входят в соревнования. Легкая атлетика, амспорт, перетягивание каната, борьба на поясах, лазание по канату, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанции, поднятие тяжести, прыжковое двоеборье, силовое троеборье, стрельба из лука, мини-футбол. Теперь я представляю экспертов у нас в студии. Республика Карачаево-Черкесия, заместитель министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии Агиров Мурад Идрисович. Республика Северная Осетия Алания, Центр социализации молодежи Цудаев Азамат Муратович. Первый заместитель министра по физической культуре и спорта Республики Дагестан Санауддинов Зайнал Махмудович. Представитель Министерства спорта Кабардино-Балкарии, тебе Мурат Абдулович, пожалуйста. И где проходили первые игры и родоначальники игр? Зотов Тимур, Министерство спорта, Республика Ингушетия. Темы, которые мы сегодня с вами, уважаемые телезрители, гости, будем говорить. Сохранение традиций культуры и национальных видов спорта, молодежь и вызовы современности, спорт как фактор духовного и физического развития молодежи. Первый вопрос у меня представителю Республики Ингушетия. Как все начиналось, Мурат? Саиль Арсамаков, олимпийский чемпион, придумал эти игры. Он добился, провел ингушские игры, потом добился, чтобы провели Кавказские игры. И, к счастью, в 2010 году в Хабезе, в Карачаево-Черкесии прошли первые Кавказские игры. С конца 90-х, после развала Советского Союза, общение как будто стало меньше. И такого порядка соревнований, которые у нас проходят, они сближают. И мы с вами возвращаемся в те добрые времена, когда фактически не было разницы, кто мы с вами. Мы переезжали из республики в республику, дружили, женились, любили, страдали, как и все. И здесь у меня вопрос следующий нашему второму гостю, Северная Осетия Алания. Скажите, в вашей республике, кроме спорта, как вы думаете, что же еще? Что приносят эти игры? Непосредственно развитие межнациональных и межконфессиональных отношений среди республик Северо-Кавказского федерального округа. С каждым годом, а это уже 5-й год, не только Кавказские игры, но еще и другие различные молодежные мероприятия, которые проходят на Северном Кавказе, они способствуют улучшению и укреплению наших отношений с нашими соседями, братскими республиками, с которыми мы граничим. Республика Дагестан, одна из самых больших,
с традициями спорта. Самый многонациональный, наверное, и не только в России регион. Любящий спорт. А скажите, пожалуйста, Дагестан, он стал примером развития межнациональных отношений больше? Или, наверное, спорта все же таки? Как вы думаете? Ну, знаете, я начну с того, что вы сказали до этого выступления, что, ну, что нам дает, да, проведение Кавказских игр для каждой республики, в отдельности в целом для Северокавказского федерального округа. Прежде всего, это взаимопонимание между нашими народами, молодежи наших республик. Встречи, которые проходят на Кавказских играх, они консолидируют все наше молодое поколение. А самое главное, мы чем больше общаемся друг с другом, чем больше встречаемся друг с другом, наверное, лучше понимаем друг друга. Это самое главное. Она сближает людей. Люди становятся намного ближе друг к другу. Вот те годы, которые вы говорите, 90-е годы, лихие 90-е годы, они не послужили сближению народа, а наоборот, в эти годы, может быть, между нашими народами, между нашими молодежью была какая-то холодок прошел между нами, потому что время было тяжелое. Сегодня я скажу, что вот создание и проведение Кавказских игр, оно сыграло очень большое значение для сближения нашей молодежи, вообще наших народов. Вы представляете, если вот до 90-х годов мы спокойно перемещались по нашей большой советской стране, а в 90-е годы, 2000-е годы оно прекратилось, и были много преград для этого. Сегодня мы спокойно, как и в те годы, общаемся, встречаемся, дружим. И самое главное, я хотел бы, что очень много молодых семей сегодня создаются, межнациональных семей из различных республик. Это сближает наши народы, потому что мы бываем на их праздниках, бываем на их торжествах, бываем и по случаю, может быть, таких горестных событий. Это, я думаю, Кавказские игры, наверное, фундамент того, что, наверное, еще далее сблизит наши народы, будем друг друга понимать. И то, что касается развития спорта в наших республиках, я думаю, национальные виды спорта – это основа развития большого спорта. Поэтому вот чем больше будет развивать, вы продиктовали 12 видов спорта, если убрать мини-футбол, то остальные все виды спорта – это те виды спорта, которые всегда у горцев славились. Каждый из них давал нашим воинам, горцам, подготовку, физическую подготовку. Возьми любой из них, да, прыжки, бег на ходулях, лазание по канату и так далее, и так далее. Поэтому-то и мы поддерживаем, и все поддерживают проведение этих игр. Они будут служить дальнейшему росту и спортивного мастерства, и развитию национальных видов спорта. А самое главное, оно будет дальнейшему развитию нашего взаимопонимания и дружбы между нашими народами. Карачаево-Черкесия, скажите, ближе к теме, которая мы сегодня говорим, спорт, культура. Как вы считаете, сегодня сложном в нашем мире, особенно сложном, я имею в виду и вызовы современности, молодые люди, они больше приходят в спорт? И как вы думаете, почему? Вот такие игры способствуют увеличению. Вот в Сочи прекрасно прошла Олимпиада в Сочи. Они мотивируют молодежь. Как у вас республика с этим, скажите? Добрый день. В первую очередь я хотел бы поздравить Чеченскую республику с тем, что в этом году они проводят фестиваль «Кавказские игры». Хотел бы вас тоже поздравить с Днем Республики у вас сегодня. Так что всех благ, процветания вам. Что касается действительно приобщения молодежи к занятию спортом, вот такие фестивали, как «Кавказские игры», различные массовые спортивные соревнования, они приобщают молодежь к здоровому образу жизни. Это отвлекает их от улицы, отвлекает их от пагубных привычек, поэтому любые спортивные мероприятия несут в себе только благое, наверное. Культура общения, спортивная культура, дружба среди молодежи, среди республик. Молодые люди, они приучаются к порядку, когда занимаются спортом. И среди спортсменов, сколько мне известно, очень редко бывают случаи отхода от правил, потому что они привыкли к правилам. Слово «патриотизм», когда поднимается на вершину, они же борются за село, за республику, за страну. Вот патриотизм, как вы думаете, его форма
спорт, он упорядочивает эти вещи или все-таки нужно что-то еще? Здравствуйте, я еще раз поздороваюсь. Патриотизм – это дело такое, которое к нему надо вызвать сначала человека. Спорт в первую очередь вызывает к патриотизму. Когда человек выступает за свой народ, он готов биться до последнего. Спорт, он ведет к этому. И каждый раз, когда та или иная команда побеждает, как он гордится своим народом, так и народ гордится им. Поэтому я бы сказал, что данные Кавказские игры именно тесно связаны с патриотизмом. Каждая победа, каждый проигрыш, любая поддержка своей команды, народом, за село, за город, как вы сказали, за кого бы он ни выступал, он гордится собой, своим народом. У меня теперь к участникам нашего мероприятия в зале, наверное, все-таки организатором больше. Это Министерство спорта Чеченской Республики, Министерство по делам молодежи и Министерство культуры Чеченской Республики. Как проходила подготовка? Довольны ли вы? И что нам ожидать? Добрый день, уважаемые гости. Во-первых, расположением руководителя администрации главы Чеченской Республики Дауда Магомедова Хожи Ахмедовича был создан оргкомитет. В состав этого оргкомитета входили представители Министерства молодежи, Министерства культуры, Министерства спорта, мэрия города Грозного. И нами была проведена определенная работа. То есть фактически был на 95% обновлен внешний вид стадиона имени Султана Белимханова. Была проведена капитальная реконструкция этого стадиона, заменены все сиденья, вся инфраструктура была обновлена. Нами мероприятия проводились, и все необходимые вопросы обсуждались коллегиально из сотрудничества с федеральными ведомствами Минспорта России, Министерство культуры и, соответственно, наших республиканских региональных министерств. Мы координировали наши действия. Мурат, молодежь Чечни, вы занимаетесь молодежной политикой. Как встретила чеченская молодежь этой игры? Как она это восприняла? Ваши ощущения как организатора и как человека, который ведет молодежную политику Чеченской Республики? Сам факт того, что этот фестиваль культуры и спорта народов Кавказа будет проводиться в нашей республике, пятый фестиваль, можно сказать, юбилейный, все-таки, мне кажется, знаменательное событие, которое по счастливой случайности, а может не случайной, счастливой случайности, совпал с Днем Республики. У нас получились двойные празднества. Мы все были свидетелями многотысячной демонстрации. Трудно сейчас, я не могу назвать цифру, было 50 тысяч человек или 100 тысяч человек, но я давно не помню, что было такое огромное количество молодежи с флагами, с транспарантами, которые отмечали не только День Чеченской Республики, но и начало такого замечательного фестиваля, как Кавказские игры. Самое главное, что к нам приехали гости, наши дорогие соседи. И праздник дружбы, спорта, культуры, он только начинается. Таких праздников должно быть часто, гораздо больше. Мы много обсуждаем, что нас объединяет, что нас сближает. Но я думаю, параллельно с этим нам нужно обсуждать, что нас разъединяет. Если мы не найдем причины, которые всегда камнем преткновения становятся между нами, мы именно не найдем пути нашего сближения. Административные границы, блокпосты, все что угодно. Это мелочи, которые не способствуют, конечно, единению, дружбе. Есть такая пословица: из одного дерева можно сделать миллион спичек, но достаточно одной спички, чтобы сжечь целый лес. Это касается, конечно, и наших человеческих отношений. Мы с вами будем дружить годами, десятилетиями, семьями, народами, но достаточно маленькой искры, какой-то ссоры, которая потом будет раздута, превратиться в потасовку, в драку, в межнациональный конфликт, и потом мы уже пытаемся за столами переговоров это решить. Это недопустимо.
самое главное вопрос, почему мы допускаем разжигание ничтожных каких-то ссор. Проводя вот такие вот кавказские игры, мы еще раз доказываем всем людям, которые пытаются развалить наш Кавказ, внести раскол в народов России, что мы являемся единым, неделимым целым, и события в мире, еще раз, прямое доказательство тому, что наша страна может быть сильной, наша страна может быть единой и дать любой достойный отпор любому врагу, который находится за пределами нашей страны, за пределами этой планеты Земля. Еще раз всем хороших стартов, хороших побед и приятных впечатлений. Спасибо, что приехали. Спасибо. Когда греки приплыли на Кавказ за Золотым Руном, они увидели цивилизацию не менее развитую, чем та, которую они представляли. Вайт Акаев, вам слово. Что же такое Кавказ? Как вы думаете в истории? Ученые Северного Кавказа, начиная от Дагестана, кончая Адыгеей, осмысливают, пишут трактаты и до сих пор не могут понять, что такое Кавказ. Хотя мы живем на Кавказе, хотя наши народы тысячелетиями здесь живут, трудятся, рождаются дети, проводятся свадьбы, выращиваются сады, кукуруза, скот выращивают. То есть мы находимся на своей земле, на Кавказе. Другой земли у нас нет. И здесь молодежь совершенно справедливо утверждает, что надо объединяться, и Кавказ надо как-то по-новому осмысливать Кавказ. Кавказ не является угрозой для каких-то народов, тем более для России, как некоторые политические, государственные деятели нередко кричат по телевизору и заявляют об этом. Но кто-то очень хочет, чтобы Кавказ угрозой превратился для цивилизованного мира, для страны в целом. Кавказ – это греки переводили Кавказ как трон богов. И не случайно мифология, греческая мифология в своих истоках имеет именно легенды, предания кавказских народов. Не случайно Язон со своими аргонавтами приезжали сюда, приплыли сюда, чтобы золото отсюда как раз взять, золотое руно. На Кавказе действительно было золото, наверное, оно и сейчас есть. Кавказ – это удивительный край, чего только нет на Кавказе. И нефть есть на Кавказе, и люди есть достойные, мужественные, великолепные, прекрасные. И культура есть, высочайшая культура, а музыка как кавказская, а танцы кавказские. В Кавказе есть и люди, исповедующие разные религии, разные культуры. Они живут, сосуществуют, взаимодействуют, состыковываются, взаимодополняют эти культуры. Это наша культура. Кавказ надо любить. Кавказ, без любви к Кавказу не может быть кавказца. А вот попытки как-то превратить Кавказ в нечто варварское, вот это вот как раз нам нельзя допускать. Мы в этом вопросе должны быть едины. И здесь я солидарен с тем, что именно через культуру наших народов, ее высвечивая, показывая, демонстрируя, через знания, основательные, глубокие знания, это не надо сбрасывать со счетов. Тем более сегодня нужны новые технологии, информационные технологии. Через спорт, а в спорте у кавказцев великие достижения есть. Вы помните Олимпиаду в Китае? Не было золота. Нет золота, да нет золота в Пекине. И первое золото как раз принесли кавказцы. Ингуши, чеченцы, дагестанцы, осетины, кабардинцы и так далее. Они принесли
первые золото на Пекинской Олимпиаде. Они показали, кто они такие. То есть вот этот дух кавказский, дух уважения, вот это вот взаимопонимание, поддержки в лучших делах, не в плохих, а в лучших делах. Вот это вот как раз, вот это единство характеризует Кавказ. Есть, конечно, силы, которые хотели бы раздробить Кавказ, и немало в этом направлении сделали. Но наша задача ныне живущих и молодежи, которые сегодня только становятся на жизненный путь, все должны сделать, чтобы наш Кавказ сохранил свое этническое, культурное, физиологическое, нравственное лицо. У нас высокая нравственность, высокая культура. Дух наш проявляется и в спорте проявляется. Бескомпромиссно сражаются наши кавказцы на различных Олимпийских играх. А это чувствуют, и на Западе чувствуют, что если кавказцы будут едины, то, естественно, для страны, такой огромной страны, как Россия, никакой опасности не будет. Вот на этом, мне кажется, надо работать. И, Абдулла, вы совершенно правильно поступаете, когда ставите такие вопросы, развиваете эту тему. Вот, пусть в спорте побеждает достойный. Достоинство, вот это важно в спорте, быть достойным. И проиграть надо достойно, и выигрывать надо достойно, не унижая противника. Нас не так уж много, кавказцев. Надо беречь своих друзей, соседей, товарищей и так далее. Вот это будет тем стержнем, тем интегралом, который нас объединит. Баркал, спасибо. Баркал, спасибо. Был затронут вопрос, вами Ваид, о духовности и нравственности. 4 года подряд разные компании, разные фирмы разрабатывали бренд для Кавказа. И сошлись на том, что в таком виде, в чистом, традиции сохранились только здесь. И поэтому брендом для Кавказа было принято считать, что это будут традиции, то есть то, что мы с вами говорили, духовная нравственность. Именно то, что я говорю. Супян Магомадов, прошу вас, и Валид Куруев. Вы понимаете, сегодня Кавказ – это солнечное сплетение, как в свое время говорил Жданов, великий Жданов. Солнечное сплетение цивилизации. Здесь зарождается та нравственность, та духовность на Кавказе, которая станет стержнем, как говорил Ваид, вот для духовного развития наших народов. Для духовного развития наших народов. Когда мы говорим о истории народов Кавказа, когда мы говорим о культуре народов Кавказа, когда мы говорим о спорте народов Кавказа, мы действительно имеем в виду, что это братские народы. Они здесь живут тысячелетиями, они здесь, на этой земле защищают эту землю, пестуют эту землю. И, естественно, вот, конечно, как в любой семье, среди народов Кавказа есть и вопросы, которые необходимо решать этой молодежи именно вот на таких встречах, на фестивалях культуры и спорта. Мы прекрасно знаем, что у нас есть проблемы. Эти проблемы нам необходимо решать сообща. От этих проблем уходить не надо. Наоборот, эти острые вопросы надо ставить именно вот на таких форумах, чтобы друг друга понять, чтобы друг друга познать, чтобы могли, в конце концов, эти вопросы ставить и решать.
Не надо откладывать эти вопросы в долгие ящики, потому что это мина замедленного действия. Лучше эти вопросы, если молодежь будет поднимать, если молодежь будет между собой эти вопросы решать, значит, и государственным деятелям, и руководителям республик, и главам республик будет легко эти вопросы решить. Значит, для нас, для кавказцев, для кавказской цивилизации, значит, вот такие встречи для кавказцев, они очень важны. И очень важно, что именно, значит, на братской ингушской земле зародилась эта идея кавказских игр. Эти игры сплачивают эти народы. Эти игры, значит, все-таки дух соперничества на этих играх, значит, тут не имеет значения. Самое главное – участие в этих играх. Самое главное – участие. Конечно, желательно, чтобы, значит, какая-то из республик, кто-то, значит, должен побеждать, но это вовсе не означает, что, значит, люди, которые или участники этих соревнований, которые заняли 5-е и 7-е места, они достойно представляют свои народы. Что касается нравственности и духовности. Нравственность и духовность – это две вещи, которые неразрывны между собой. Нравственность и духовность основываются на, значит, традициях, на религии и на тех именно позициях, которые проповедуют современность. Потому что нравственность и духовность – это стержень, на котором должна зиждиться вся кавказская цивилизация, весь Кавказ. Весь Кавказ. Спасибо. Спасибо. Мы не можем обойти темы, не можем об этом не говорить. Как уже сказал Супян, духовность, нравственность для Кавказа без религии нельзя представить. Дин. Валид Куруев, заместитель муфти Чеченской Республики. Валид, вам слово именно по этой теме, пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Я приветствую всех гостей, участников. И пусть выиграет в этих играх лучший и достойный. Ну, конечно, если мы затронули вопрос о религии, я даже думаю, что фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, ну, я могу еще даже фестиваль национальностей и культур и религий. Потому что Кавказ всегда многонационален, и религии были. И я как помню, раньше иудаизм был на Кавказе, ну, главенствующие религии сегодня христианство и ислам. Конечно, через общение, через вот такие культурные события можно сплочать нации и соседей. Я вот, когда вот учился в молодости, когда вот первые мои учебные мои уроки, когда я получал из уст своих устазов, ученых, в то время не было, как сегодня, свободно посещать некоторые учебные заведения. Но когда они мне объясняли и говорили так, что вот сейчас, как мы видим, уже 5 лет идут эти игры, фестивали. Но мне, когда вот мои ученые, старики были, они когда говорили, что на Кавказе это было и раньше. Жигархо. Жигит оштег, из Дарцар оштег, жигарал хунарк ош. Эти фестивали были в то время тоже. Хотя сейчас, можно сказать, обновились эти игры. Но в то время между кавказскими народами, ну, Дагестан, Осетия, Карачаев, Черкесия, Кабардино-Балкария и Чечня, Ингушетия, в то время эти игры проводились, как я слышал из уст этих ученых. Поэтому никогда в те времена кавказские народы не враждовали ни на религиозном почве, ни на национальном почве. Поэтому, конечно, то, что сейчас начато, это очень будет
направлять молодежь к общению, сплочению и пониманию друг друга. Поэтому, конечно, вот эти фестивали и сплочение, и общение, и соревнования дадут многое что для всех наций Кавказа, Северного Кавказа и Кавказа. Всем удачи. Нельзя избежать темы. Раньше говорили Кавказ России, но в последнее время, как мы слышим из СМИ, из других источников, Кавказ и глобальный мир. Буквально несколько дней назад мы с вами видим заявление определенных групп, которые в мире сегодня приобретают больше влияния. Это террористические группы, радикальные группы типа исламского государства, которые действительно захватили большую довольно-таки территорию. И они изъявили свои желания или свои видения, что касается свои виды на Кавказ, на Чечню. У нас в студии человек, который непосредственно занимается политологией, даже прикладной политологией, человек, который многие СМИ хотели бы заполучить, Жамбулат Умаров, политолог, депутат парламента Чеченской Республики. Жамбулат, у нас вопрос второй стоит здесь, тема «Молодежь и вызовы современности». Ваше мнение в последнее время современность и молодежь, именно и эти конфликты тоже, и пожалуйста, прокомментируйте ответ главы Чеченской Республики этим самоявленным каким-то, я не знаю, как их даже назвать. Прошу, пожалуйста. Что касается выступления, заявления нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова по поводу так называемых лидеров вот той самопровозглашенной республики, страны, халифата или какого-либо другого, может быть, как они себя называют, еще разных, там много, так сказать, у них названий, форм правления, которые они для себя выбирают. Ну, прозвучала угроза в адрес России, прозвучала угроза в адрес его руководства, непосредственно Путина, прозвучала угроза в адрес нашего с вами региона, о котором мы говорим, в адрес Кавказа, на территории которого эти люди пытаются, или не люди, пытаются разжечь огонь войны, да? Ну, вы знаете, это не то, чтобы ответ непосредственно на то, что нам пытаются там заявить со стороны вот тех группировок, которые сегодня занимаются вот этой вот гражданской междоусобицей, прикрываясь ценностями ислама. На самом деле это простая, нормальное состязание, которое происходит, так сказать, вот по указке транснациональной корпорации, которая, если сказать очень просто, без терминологической нагрузки, это просто борьба за нефть, борьба за влияние, борьба за территории, за жизненное пространство, в конце концов. И, естественно, сегодня одним из таких наиболее ярких, что ли, трендов, которые привлекают сегодня особенно максималистски настроенную, пассионарную молодежь, причем независимо от того, к какому народу, к этносу или национальности они относятся, потому что сейчас есть тенденция, например, того, что очень много русской молодежи сегодня склоняется к тому, чтобы переходят в наиболее, так сказать, радикальные группировки понимания исламской религии вообще. Хотя там вот Валид Хадж подтвердит это, исламом, как говорится, там и не пахнет, да? Там сплошная политика. То, что касается, еще раз, заявления главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, то это нормальный, естественный ответ патриота, героя России. Это нормальный ответ человека, который душой и сердцем болеет за стабильность своей родины, болеет за ее национально-государственные и политические интересы, в том числе и внешние. Я об этом тоже писал, потому что, по моему убеждению, Рамзан Ахматович сегодня является
одним из детонаторов, скажем так, да, решения внешнеполитических задач, которые сегодня стоят перед Российской Федерацией и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. И, как мы с вами недавно успели убедиться, исходя, опять же, из его реальных заявлений, и по отношению к Западу тоже. То, что... Когда вы тут давали одному из экспертов слово, сказали о греках, об античности. Вообще, вот со времен как раз этой античности спорт, он всегда был провозвестником добра, провозвестником победы, единения, солидарности между народами, между культурами. И вот начиная с античной эпохи и вплоть до того, как Олимпийские игры в мировую жизнь вошли как величайшее, кстати, не в последнюю очередь политическое событие, благодаря Кубертену, то, вы знаете, спорт сегодня отнять от политики невозможно. Спорт отнять от культуры невозможно, потому что это один из важнейших видов самовыражения человека вообще. Если мы говорим о современном бытии, то современность и молодежь – это совершенно тождественные два понятия, которые тоже оторвать друг от друга невозможно. Как мы будем говорить о современности, забыв про молодежь, или говорить о молодежи, забыв о современности? Это невозможно. Сегодня здесь сидят представители небольших, но очень пассионарных, очень гордых, очень тонких с точки зрения понимания собственной самобытности народов. Это и наши уважаемые братья ингуши, это наши братья из Дагестана, из Карачаева-Черкесии, из Адыгеи, из Северной Осетии, Алании, из всех вообще, так сказать, уголков, где формировалась тысячелетиями совершенно автономная культура, где потом эти краски им добавило вот, принятие одной из монотеистических религий, христианства или ислама. В принципе, нам без разницы. Это как бы религии, которые распространяют общечеловеческие, так называемые авраамические духовные ценности единого Бога, которые для всех, для нас были, есть и остаются очень важны. Поэтому именно мы, представители вот этих малых этносов, должны понимать особую нашу значимость, несмотря на то, что мы малы. Потому что мы сегодня, современные наши события последние показывают, что очень много зависит от того, какое мнение у народов Кавказа вообще о будущем России и о том, как кавказские народы собираются дальше интегрироваться в эту общероссийскую культуру, как дальше мы будем вписываться в канву идеологического, я бы сказал, будущего России. Потому что Россия – это модернизирующееся государство. У России в геополитическом плане очень большое, я считаю, блестящее будущее. И не только на юге, на западе, но и на Большом Востоке, где только-только начинают разворачиваться интересные с точки зрения внешней политики события. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, значит, вот, отношения Китая, США, Россия сегодня буквально культивируется, да, и выведена на такой уровень, когда, говоря об этих отношениях, мы говорим вообще о будущем миропорядке, о будущем мира, о том, в какой цивилизации мы дальше будем жить и будет ли она существовать вообще. Ну вот, судя по тому, что сегодня наши так называемые заокеанские, ну, пока мы их еще называем партнерами, да, ведут по отношению к нам достаточно нарочитую, я бы сказал, такую внешнюю враждебную пропаганду. Кстати, один из видов, важных видов на сегодняшний день, который себя наиболее ярко проявил, вид информационного терроризма, это тот терроризм, который был проявлен по отношению к России вообще, когда были попытки дискредитации первых лиц нашего государства, когда были попытки дискредитации кавказских лидеров. И одним из самых главных таких вот, скажем, персонажей, таких героев, на которого такие нападки совершались, это был как раз глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров. И когда все эти попытки, когда мир понял, что они тщетны, когда стало ясно, что нас на такой мякине не проведешь, когда мир увидел, какую колоссальную сплоченность и патриотизм сегодня показали народы России, взявшись за руки, значит, тогда, уверяю вас, очень многое в этих планах поменялось. Поэтому идеи быстрого
перманентного такого развала России провалились. Спасибо. Мы говорим о молодежи. Как она думает, как она подходит к темам, которые мы сегодня с вами озвучиваем. Наверное, Альберт Дербиев один из тех, кто сделал много, чтобы организовать. И давайте начнем с вас, молодым людям. Как вы себя чувствуете и что вы думаете? Добрый день. Еще раз хотелось бы поприветствовать наших участников, гостей фестиваля. И непосредственно, безусловно, проведение подобных мероприятий, фестивалей, национальных, культурных, религиозных мероприятий на Северном Кавказе играет очень важную и значимую роль, так как эти мероприятия являются сплачивающими. И когда эти молодые ребята принимают участие в других соседних регионах, среди своих друзей, братских республиках, они всегда находят поддержку, всегда находят тех людей, которые даже по окончанию вот этих мероприятий всегда поддерживают связь и готовы откликнуться в любую сложную минуту. Зарождается дружба, зарождаются дружеские отношения. Это является очень важной составляющей межкультурной коммуникации. И проведение подобных мероприятий играет именно в этом плане очень важную роль. И непосредственно для Чеченской Республики принятие фестиваля, проведение как раз в день единения и согласия Чеченской Республики очень значимое и торжественное событие. И Чеченская Республика с радостью встретила наших гостей, участников фестиваля, и участники на высшем уровне будут принимать участие во всех соревнованиях, мероприятиях. Мы с радостью ее будем поддерживать. Пусть победит достойнейший. И те команды, которые будут участвовать в данном фестивале, всем им желаем успеха, удачи. И чтобы им сопутствовало именно все самое наилучшее на пути их соревнований. Спасибо. Я хотел бы обратиться к нашим гостям. Первое вступительное слово они сказали. Так, по нашим вопросам, пожалуйста, по духовности, по нравственности. Наверняка, кроме того, вот первого представления, которое у вас было, наверняка есть что сказать. И второй мой вопрос, такой небольшой. Как вы нашли Грозный, как вы нашли сегодняшнюю Чеченскую Республику? Если позволите, я скажу пару слов. После Олимпийских игр 2000 года в Сиднее великий дагестанский поэт, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, присутствуя на новогоднем спортивном празднике, на котором подводили итоги выступления дагестанских спортсменов, сказал: я до сих пор думал, что культура впереди, а сегодня понял, что впереди спорт, а потом культура. Этим он хотел сказать, что сегодня спорт и культура неразделимы. Понимаете? Мы делаем одно общее дело. Не может быть спортсмен великим и в то же время не культурным. Или может быть он культурным, но не может быть великим спортсменом. Такого не бывает. Для этого примера мы всегда приводим нашим спортсменам, дагестанским спортсменам, именно некоторых спортсменов, дагестанских спортсменов, сейчас можно говорить, и наших спортсменов, наших земляков, это Буайсара Сайтиева, трехкратного олимпийского чемпиона, участника 4 Олимпийских игр. Человек, который впитал в себя и культуру, не только культуру дагестанскую, чеченскую, но еще культуру российскую, так он воспитывался и в Красноярске. При этом он не потерял того, что ему дали на родине, на земле, на чеченской, дагестанской земле. То, что он оставил в себе, впитал все те традиции, славные традиции кавказской культуры, наши адаты, традиции, уважение старших, любовь к младшим, к матерям, к отцу. Это великий человек. И таких людей очень много на Северном Кавказе. Сегодня, говоря о Северном Кавказе, кто бы что бы ни говорил, это великая нация, кавказская нация. Это великие люди, это гордые, маленькие республики, которые всегда стояли на защиту своего отечества и своей страны. Вот сегодня много молодежи у нас на студии. Я бы хотел, обращаясь к ним, наверное, и к молодежи, всем молодежи Северного, сказал бы, надо прежде всего уважать свое прошлое, чтить свои традиции и обычаи и выполнять то, что говорят старшие. И я думаю, никогда не будет у нас разногласий между нашим народом, между нашей молодежью, и мы всегда будем крепкой, единой кавказской семьей. Спасибо. Спасибо. После таких слов уже даже добавить нечего, но я бы сказал, что этот фестиваль, он нас сплочает.
И это хорошо, это полезно, это в будущем, я думаю, будут проходить во всех республиках дальше. И 6-й фестиваль, и 7-й. Это не должно заканчиваться, это будет дальше, это будет всегда. И данный фестиваль, вот я уже познакомился со многими людьми, которых я раньше не знал. Я желаю всем удачи и пусть победит сильнейший. Пожалуйста. Мне, честно говоря, кажется, что, наверное, не кажется, но так и есть, что, в принципе, то, что вот такие беседы идут, если мы знаем наши проблемы, то мы в любом случае найдем ключи для того, чтобы их решить. И я так думаю, у нас все очень даже хорошо на Кавказе, во всех республиках мы очень близкие, и постоянно дружим, и как спортсмены очень много знакомых у нас, и дай бог, все нормально у нас будет. И такие фестивали еще больше нас объединят, мы еще больше будем ближе, еще больше будем сильнее. Так что все будет у нас хорошо. Спасибо. Хорошо. Морально-нравственное, духовное воспитание каждого ребенка, подростка, спортсмена и будущего чемпиона, естественно, заключается в том, как он, каким спортом он занимается, как он занимается, как он отдается спорту, какие тренера его обучают, какую именно подготовку он проходит. Но непосредственно это, мне кажется, еще тот или иной спортсмен, будущий также чемпион, берет из своей семьи. То воспитание, которое он получает, также ведет его к тому, какой культурой он обладает, как он будет показывать ее на пьедестале, когда он будет получать и побеждать еще раз и еще раз. Спасибо. Ингушетия. Главное, чтобы фестиваль нашел, чтобы мы принимали участие все в этом фестивале. И хотелось бы всем пожелать удачи, всем спортсменам. Дорогие друзья, коллеги, дамы и господа, мы с вами прощаемся. До свидания.
Ну что, дорогие друзья, вернулись мы на стадион имени Султана Белимханов, где продолжается фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Ну вот культура была у нас на открытии, замечательно все было. Теперь дело за спортом. И вот сейчас я вам, дорогие друзья, сообщу, что же у нас произошло за то время, пока мы были вне эфира. Ну, во-первых, вот здесь, в борьбе на поясах, 2 поединка провели чеченские борцы. Ибрагим Исаев, который был у нас в прямом эфире, свою схватку выиграл чистой победой. Так что как-то реабилитировался Ибрагим Исаев за поражение от своего самого титулованного, самого мощного соперника Исхаба Али Халидова из Дагестана. Далее Али Дикаев тоже проводил свой поединок. Очень была упорная борьба. Все закончилось в ничью 4-4, но по последнему техническому действию победа была присуждена Али Дикаеву. Так что вот в борьбе на поясах 2 победы чеченских борцов. И далее 3 вида спорта. Уже подведены итоги по лазанию по канату, по силовому троеборью и по прыжковому двоеборью. Одно награждение мы с вами уже видели. И вот давайте, силовое троеборье, там все понятно. Первое место Дагестан, второе Чеченская Республика и третье Ставропольский край. Прыжковое двоеборье. Первыми стали Кабардино-Балкарская Республика. Именно они выиграли эти соревнования. На втором месте Республика Дагестан в прыжковом двоеборье. Третий Ставропольский край. И 4-е место заняла Чеченская Республика. И лазание по канату. Вот там первыми были ингуши. На втором месте чеченцы. На третьем Кабардино-Балкарская Республика. И вот что у нас получается в итоговой, промежуточной итоговой таблице, что сейчас по 8 очков имеют Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. По 13 баллов имеет Ингушская Республика и Ставропольский край. У Карачаева-Черкесии 15 баллов. Ну и совсем, в общем-то, что, наверное, необычно и неожиданно, как-то вот Северная Осетия не очень мощно подготовилась к этим соревнованиям. У осетин 2 шестых места и 1 седьмое в силовом троеборье. И в результате 19 баллов на 7-м месте, то есть на последнем, сейчас у нас осетины. Ну и продолжается соревнование по борьбе на поясах. Весовая категория. Опа! Вот только я хотел сказать о весовой категории. И вот нужно... Красной футболке. Да, наверное, не все правила борьбы на поясах я еще знаю. Я уже был готов зафиксировать чистую победу. Ну а вот судья объявляет, что 2 балла борцу в красной футболке приносит вот это техническое действие. Ну, давайте смотреть дальше. Сейчас 3-2 ведет борец в красной футболке. До 10 секунд отсчитываем все. 3. На середину. Ну вот такая драматическая концовка получилась в этом поединке. 2 балла красного. Схватку по баллам выиграл Картоев. Республика Ингушетия. Ну вот борец из Ингушетии выиграл со счетом 5-2 эту схватку. И очень упорная, конечно, у нас борьба в общекомандном зачете. Я уже говорил, Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Напомню, что чеченские спортсмены выиграли Кавказские игры в Пятигорске в прошлом году. Вторым был Дагестан. Ну а что касается Кабардино-Балкарии, то эти спортсмены постоянно находятся в тройке призеров. Ну вот смотрите, в 2011 году Кабардино-Балкария вообще выиграла по общему количеству медалей Кавказские игры. Они проходили в Черкесске, в Карачаево-Черкесии. И тогда чеченские спортсмены были третьими по общему количеству медалей. Но на первом месте чеченцы были по количеству
золотых медалей. 6 золотых медалей тогда было у чеченских спортсменов. В Нальчике в 2012 году Кабардино-Балкария снова была первой, Дагестан вторым, Чечня пятой. И вот, пожалуйста, в Пятигорске Кабардино-Балкария уступила и Чечне, и Дагестану, и там спортсмены из Кабардино-Балкарии были третьими. Ну и вот сейчас вот это, можно сказать, неразлучная троица, двукратные победители Кавказских игр из Кабардино-Балкарии, ну и команда Чеченской Республики, тоже один из фаворитов, ну и Дагестан, который из фаворитов никогда не выбывал. Судя по всему, может быть, именно между этими командами и будет вестись основная борьба за первое место в общекомандном зачете. 2 балла борцу в синей куртке. Ну вот 2 балла получил борец в синей куртке. И давайте будем наблюдать дальше за этим противостоянием, ну и слушать судью-информатора. Он сообщает разумное, доброе и, ну, не вечное, но сиюминутное, это точно. Два балла борцу в синей куртке. Ну вот мне лично действительно этот бросок понравился. Понравился он и судьям. Они борцу в синей куртке дали 2 балла. Пока его соперник проигрывает. Уж не знаю, как он сможет чашу весов на свою сторону там каким-то образом. Но нет, все-таки борец в синей куртке вот уже еще один бросок совершает. И снова на 2 балла, итого 6-0. Победу одержал Тетеев, Карачаево-Черкесия. Да, вот действительно, борцы на поясах из Карачаева-Черкесии очень сильны. Вот еще одну победу борца из этой республики. Тарасенко, Ставропольский край. Ага, вот Исаев против Тарасенко. Халидов, Такшукин. Вот, скорее всего, сейчас все-таки Ибрагим Исаев снова выйдет на ковер. Не его. Соперником будет Владимир Тарасенко. Уступил очень обидно Ибрагим Исаев Асхабали Халидову. Причем вел чеченский борец со счетом 3-0, но затем все-таки чисто проиграл. Затем выиграл у Аслана Алборова из Северной Осетии. Да, ну вот смотрите, я уже, в общем-то, узнаю Владимира Тарасенко. Вот он в белой футболке, ну и против него выходит Ибрагим Исаев. Если я правильно понимаю, то это 3-й поединок Ибрагима Исаева. И вот смотрите, такой ставропольчанин-то мощный и выше, и вроде как и в плечах пошире. Не знаю, как по личному весу, но, наверное, нелегко придется Ибрагиму Исаеву. Ну, посмотрим, будем поддерживать чеченского борца. Итак, в зеленой куртке Исаев, Чеченская Республика. В белой футболке Тарасенко, Ставропольский край. Ну вот по свистку началась борьба. Совершенно верно. Уже оказались там на ковре борцы, однако никто баллов за техническое действие не получил. Но вот смотрю, все-таки, по-моему, потяжелее Тарасенко. Но как-то неудачно приземлился сейчас борец из Ставрополья прямо головой в ковер. Мы видели уже один раз, что там чуть ли не в нокдауне оказался один из
борцов после того, как его соперник вот так вот головой в ковер впечатал. Ну, продолжаем мы следить за поединком Ибрагима Исаева против Владимира Тарасенко. Смотрим дальше. Пока 0-0. Никто баллов не получил. И снова разводит борцов от центра ковра рефери. И снова нужно взять захват за пояс. И не отпуская этого захвата, провести прием. Ну что, 2 первых балла получил у нас Ибрагим Исаев. И вот это несмотря на то, что помощнее выглядит Владимир Тарасенко со Ставрополья. Судя по всему, вот у Тарасенко одна тактика. Он потяжелее, вот просто наваливается он на чеченского борца. Вот, судя по всему, 2-2. Получил 2 балла сейчас Тарасенко. Он не должен оставаться на мосту или на лопатках. Если есть первая фиксация, то в пользу защищающего считается. Вот судья-информатор, он сразу и объясняет, за что и как и почему получил 2 балла один из борцов. Но будем ждать, что же будет дальше. Пытается такой вот зацеп применить дзюдоистский Владимир Тарасенко. Не поддается на это Ибрагим Исаев. Время. Делай! Красавчик! 2 балла. Все-таки Тарасенко что-то заработает. 2 балла борцу с синим. И предупреждение борцу в красно-зеленой куртке. Ну, предупреждение Ибрагим Исаев получил, а 2 балла получил Владимир Тарасенко, который сейчас ведет в счете, если я не ошибаюсь, со счетом 4-2. Действие не оценивается. Да, вот, к сожалению, вот это действие Ибрагима Исаева не получило одобрения судей, не получило Внимание! оценки. До конца схватки 30 секунд. Счет балла 2-4. Ведет борец. Какой чистый? 2 балла. Продолжаем. Продолжается вот эта схватка. К большому сожалению, пока уступает Ибрагим Исаев. И если он сейчас проиграет, то, учитывая то, что он уже успел уступить Асхабали Халидову, то чеченский борец покинет соревнование после 2 поражений. Но пока снова уступает Ибрагим Исаев. С колена. Трудно, конечно, Ибрагиму вот совладать с таким мощным ставропольчанином, с Владимиром Тарасенко. 6-2. Ведет борец Тарасенко, Ставропольский край. 10 секунд отсчитываем. Да, счет уже 6-2 и 10 секунд до окончания этого поединка. Время на середине борцов. Схватку по баллам выиграл Тарасенко, Ставропольский край. Ну а Ибрагим Исаев... Альборов, Северная Осетия, Татаркулов, Карачаево-Черкесия. Благодарим чеченского борца. Все-таки одну схватку чисто он выиграл на этих соревнованиях. Ну что, давайте переключаться на Армспорт. Там
У нас совсем рядом со столом мало народу. Ну что, финальные у нас поединки. Ну и Абдулла Магомедов у нас на связи. Абдулла, вы нас слышите? Северная Осетия, Татаркулов, Карачаева, Черкесия. Да, я здесь. Спасибо вам за то, что в третий раз вы ходите в прямой эфир. Ну что, у нас финальные поединки уже идут или как? Дорогие друзья, ну вот закончились все те ожидания, которые много месяцев ожидали, они вот закончились. И, конечно, грусть, что они закончились, и радость, что они закончились без травм, во-первых, и первая неожиданность. Халиков проигрывает финал. Боковой возьмем. На середину. Это да, это мощно. Кому проигрывает? Что самое удивительное, есть в армрестлинге постановочные вещи. То ли это специально, то ли что. На Халикова вышел Залоев Спартак, тоже мастер спорта международного класса. Потаскал его, забил ему руку. И Коряев при полуфинальной схватке выигрывает у Халикова. Вот это да. И Халикова выбивают с финала, а в финале Спартак не выходит на финальный поединок с Коряевым. И чисто постановочный бой, есть такое в армрестлинге, Халикова убирает на 3-е место. И что получается? Значит, Мурат Коряев, супертяжелой весовой категории в армспорте. Первое место. На втором Спартак Залоев, на третьем Насыр Халиков. Да, вот так они выбили этого человека, хотя он шел на чемпиона. А скажите, как в других весовых категориях? В других весовых категориях никаких неожиданностей не было. Выиграли, значит, 65 выиграл чеченский атлет. Вот, а 80 килограммов РСО «Алания». Это мастера спорта международного класса. Никаких сюрпризов. Выиграли люди, которые в этом деле, ну, мастера и асы. А в командной борьбе первое место Чеченская Республика с большим отрывом. Второе место РСО «Алания» и третье место Карачаево-Черкесия. Ну что у меня остается? Нет, все-таки я вам задам один вопрос. Вы говорили, вот будет много как бы споров и так далее. Все было нормально, судя по всему, вот судя по довольному выражению вашего лица, или все было хорошо. И вот вы сказали, что чеченская команда победила с большим отрывом. Ну, действительно, вот такое было весомое преимущество хозяев помоста. Ну, я вам говорил в первом интервью, что за первое место дается максимальное количество 25 очей. Вторым идущий уже 17. Большой разрыв. 8, да, 8 очков. И поэтому у Чеченской Республики 2 первых, это уже 50. И 1 второе, 17. 67. Вторая Алания, которые второе и первое, они оказались 39 очей. Такой разрыв. Ну, 2 первых места и 1 второе, это, конечно, да. Просто действительно очень большой отрыв. Ну что, я вам могу сказать только одно. Вам большое, громадное, я не знаю, безразмерное совершенно спасибо друзья, за то, что за то, что вы вот 3 раза с нами поговорили, вышли в эфир, все объяснили, все разложили по полочкам. Спасибо. Если будут следующие Кавказские игры в Грозном, обязательно приезжайте. Да и просто так приезжайте. Конечно, в гости. я уже подружился с Грозным, у меня друзья здесь. Конечно же, буду приезжать на любые мероприятия. Спасибо, Всего доброго, Али. обнимаю. Всего Счастливо. доброго. Да, спасибо Али Магомедову, все было действительно прекрасно. И более того, еще одну единичку сборная команда Чеченской Республики вот вписала сюда. Давайте я вот так, может быть, неофициально впишу и того. У чеченской команды сейчас после 4 вида спорта, которые завершились, 9 баллов. Вот Алания у нас заняла 2-е место в армспорте, да, но поскольку у аланцев было целых 19 баллов, ну, они, в общем-то, чеченской команде не конкуренты. Все-таки давайте дождемся официального протокола, потому что надо еще посмотреть, какое место занял Дагестан и Кабардино-Балкарская республика.
2 балла берет борец Дакшукин. Продолжаем. Ну, у нас борцы продолжают выяснять свои отношения. Супер тяжелая, вот судя по виду, те, кто находится на ковре, супер тяжелая весовая категория. Вот давайте я попробую посмотреть, кто у нас, собственно говоря, сейчас здесь на ковре. Услышал я фамилию Хачима Дакшукина. И вот не из Асхабалили Халидов его противник. Ну вот сейчас нужно посмотреть. Вот снова какие-то здесь возле столика судей разговоры, споры, обсуждения. Действительно, все очень хотят занять первое место. Вот это самый олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Никого из участников вот этого фестиваля не устраивает. Просто так приехать в Грозный и отбыть номер, это, как говорится, не по-кабардински, не по-балкарски, не по-ингушски и так далее. Всех по списку. Ну, давайте посмотрим, чем... 2-2. Ну вот 2-2 в этой схватке. Пока ничья. Шли там долгие споры возле столика судей. Ну и вот зрители, которые здесь на трибунах стадиона имени Султана Белимханова. Конечно, на открытии зрителей было побольше, но вот остались самые преданные болельщики. И посмотрим, как будет продолжаться вот эта схватка. Пока у нас тут небольшой перерывчик. И вообще немножко сбавили активность у нас спортсмены. То сразу несколько проходило соревнований. Но вот сейчас стоят пока, не борются на ковре участники соревнований по борьбе на поясах. Там что-то большие споры идут между тренерами, участниками и судьями. Ну, по-моему, все-таки между участниками, точнее, между тренерами и судьями. Участники что? Они вот стоят на ковре, спокойно взирают на происходящее. Ну, а вот тренеры и судьи спорят очень сильно. Ну, сейчас послушаем, удалось ли кому-то отвоевать балл или, может быть, там балл прибавить. Или, наоборот, отвоевать балл у соперника. Вот всякие могут быть варианты. Ну что, мир у нас на ковре, судя по всему. И продолжение борьбы. Не обращайте особого внимания на то, что вот на зеленой куртке надпись «Чеченская Республика». Дело в том, что представитель чеченской команды в этой весовой категории Ибрагим Исаев одержал одну чистую победу, но один раз чисто проиграл и один раз проиграл по баллам. Ну и тот, кто уступает дважды, покидает соревнования. Вот эта участь постигла и Ибрагима Исаева. Да, вот в этой схватке, извините, там больше спорят тренеры и судьи, нежели спортсмены ведут борьбу. Ну, в общем, наверное, и такое бывает. Все-таки скомандовали продолжение банкета. Поактивнее бы надо. Потому что вот Исламбек Альбиев, когда здесь наблюдал вот эту самую борьбу на поясах, Исламбеку тогда повезло. Действительно были такие искрометные поединки. И что самое главное, вот Альбиев отметил, говорит, очень много амплитудных приемов. То есть когда после приема один из соперников, ну там, я не знаю,
по такой мощной дуге летит и опускается там на ковер, на помост. Ваше мнение, боковой. Ну, вот там... Вот действие после свистка. Хотя я так думаю, что кто-то из тренеров все равно подойдет к судьям и будет обсуждать даже... Точнее, не даже, а еще и вот это вот объявление. Третья минута поединка. Это вот по официальному секундомеру. А так мы уже достаточно давно наблюдаем вот этих парней на ковре. Ну и вот ждем мы Замира Гоплачева, который был у нас уже в прямом эфире. Замир. Замир, вы меня слышите? Замир? Слышу, слышу. Замир, ну вот сейчас достаточно такой, ну как сказать, упорный поединок у нас проходит. И я смотрю, что больше там каких-то разборок у судейского столика, нежели борьбы на ковре. Ну да. Сейчас упорная схватка идет между представителями Дагестана Халидовым и представителем Кабардино-Балкарии Дакшукиным. Оба борца являются мастерами спорта России по 4 видам борьбы. И посмотрим, кто как. И судьи тоже. Неточная оценка и накаляет обстановку, можно сказать, и за пределами ковра. Но это происходит на Кавказе и будет присуждена победа только сильнейшему. А вот скажите, в этой весовой категории, вот смотрите, Асхабали Халидов, да? Да. Он действительно сильный борец. Я посмотрел, вроде бы и Владимир Тарасенко со Ставрополя неплохо. Да, Тарасенко предыдущую схватку, упорную схватку, выиграл с явным преимуществом представителя Чечни. И они претенденты на призовую тройку. А кто еще третий претендент? Не Рамазан ли Татаркулов из Карачаева-Черкесии? Ну, Татаркулов может выйти даже на первое место. Опа! Вот потому что он у Халидова выиграл. То есть Асхабали Халидов уже успел и потерпеть поражение. Да, это, видимо... он проиграл представителю Карачаева-Черкесии Татаркулову. А есть вообще в этой весовой категории хоть один борец, который еще не проигрывал? Татаркулов не проиграл еще. Один Татаркулов только не имеет проигрыша. Представитель Карачаева-Черкесии. А вот сколько по времени еще нужно вот борцам этой весовой категории, чтобы уже досконально выявить победителя? Буквально два круга осталось. Два круга осталось, 4 схватки. И мы определим все победители и призеров этой весовой категории. Уже определится сейчас победитель призеров весовой категории 65 килограммов. Наилегчайшее. А там да, кто будет бороться? Там представитель Чеченской Республики и Карачаева-Черкесии. Оба не потерпели. Мусигов, Чурмаев, Гапсалов, Крымов. То есть это получается у нас Акраман Гусигов и против него Джохар Чамаев? Да, не Джохар Чамаев. Да, Джохар Чамаев, представитель Карачаева-Черкесии. Вот, это действительно, наверное, схватка будет весьма интересная. Да? Гусигов является победителем международного турнира памяти Сафина, а Чамаев является победителем первенства мира по борьбе на поясах этого года. То есть, действительно, парни... Достойные соперники. А вот в весовой категории до 85? В весовой категории до 85 килограммов. Там явным лидером является представитель Карачаева-Черкесии. Рашид Тикеев. Это Рашид Тикеев. Он не проиграл в схватке и на голову выше всех этих претендентов на медали. Ну что, спасибо вам большое за то, что вы опять нам все рассказали. Будем ждать поединка Гусигов-Чамаев. Это в весовой категории до 65. Ну и посмотрим, кто же у тяжеловесов займет первое место. Буквально через полчаса все определится. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Счастливо. Вес 65 килограммов.
Ну, дорогие друзья, уже действительно уже стало ясно, кто за какие медали будет бороться. Отрадно, что Акраман Гусигов из Чеченской Республики составит действительно конкуренцию Джохару Чумаеву из Карачаева-Черкесии. Но вот что касается общекомандного зачета, то, наверное, учитывая опять же то, что Рашид Тикеев из Карачаева-Черкесии безусловный лидер в весовой категории до 85 килограммов, я так думаю, что здесь общекомандную победу могут, я не говорю, что одержат, я говорю, могут одержать представители Карачаева-Черкесии, но вот кто будет там на втором месте, это мы посмотрим, потому что есть шанс, что второе место займут представители чеченской команды, хотя, с другой стороны, вот немножко нас подвел Ибрагим Исаев, проигравший 2 схватки, но ничего. Посмотрим, что будет, что называется, на выходе, что будет в итоге. Наверное, мы с вами и будем досматривать сейчас борьбу на поясах, потому что вот нам уже пообещал Замир Гаплачев, что буквально там в течение получаса все будет ясно, все будет понятно, кто будет на первом месте, на втором, на третьем. Ну, давайте досмотрим, давайте поймем, как там будет обстоять дело на пьедестале почета. Хотя начались уже, между прочим, соревнования в стрельбе из лука. Но они самые... Синим трико получает замечание. Самые продолжительные лучники у нас будут выяснять отношения на протяжении 3 часов. Вот буквально до завершения, ну чуть ли не до завершения всей спортивной программы Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Борец зеленый в форме, спасибо. Замечание первое. Борцу в зеленой куртке также объявляется замечание за пассивное ведение борьбы. Ну, вот я боюсь ошибиться, но вот мне кажется, что это и есть вот тот самый поединок Акрамана Гусигова и Джохара Чумаева. Но ошибиться я, конечно, тоже могу. Давайте послушаем судью-информатора. Вот пока по замечанию у обоих борцов за пассивное ведение борьбы. Других технических действий с их стороны замечено не было. Ну вот судьи буквально ухаживают за борцами. Не видел я, например, на дзюдоистском татами, чтобы кому-то из спортсменов, из дзюдоистов рефери, да, на татами завязывал пояс на кимоно. Действительно упорный поединок. Ну, чем ближе к финалу, тем, конечно, равнее силы, тем упорнее поединки. Никому проигрывать не хочется. Никто никак не может перехватить инициативу. Имеет по одному предупреждению. Ну вот нам судья-информатор напомнил, что по одному предупреждению имеют соперники. Вот такое хождение в центре ковра оценили исключительно предупреждением, а не какими-то баллами. Потому что технических действий никто из соперников не совершает. Каждый боится попасться на прием соперника. На середину. Короткий захват. Короткий захват, ребята. Короткий захват.
захват – это дополнительное время до первого технического действия. Короткий захват. Ну вот, пожалуйста, оказывается, есть в борьбе на поясах и короткий захват. Борцы должны оставаться в первоначальном положении. Захват. Одну руку бери. Свини, захват. Да, борьба за победу действительно не шуточная. Мы видели это и в предыдущем поединке, и, в общем-то, и в этом. Да, по-прежнему судья выставляет борцов. Обоим предупреждение, ребята. У вас обоих есть и так предупреждение, по 2 предупреждения. Выставлял, и в результате обоим борцам дал по предупреждению. Ну что, ну вот, пока там выясняют отношения борцы на поясах, уже начали кавказские Робин Гуды атаковать мишень. Но было оценено техническое действие или нет? На середину. Спроси готовность с обоих. Короткий захват, судья, короткий. Поднимайтесь. Ну не отпускай захват. Синего наказать, судья! Да, вот такая, может быть, не слишком зрелищная, но очень упорная борьба за золото, за первые места в личном первенстве, ну и в общекомандном тоже. Сеня не берет, как он не может, Судья! Он не достает, человек борется! Пожалуйста, не мешай. По-моему, рефери тоже немножко устал от этих вот взаимных объятий борцов без последующих приемов. Судья, дайте захват и нажмите за голову, чтобы они оба в равноценное положение пришли. Спроси готового. Схватку выиграл Чумаев, Карачаева-Черкесия. Ну вот, судя по всему, это и была вот та схватка, в котором Джохар Чумаев из Карачаева-Черкесии встречался с Акраманом Гусиговым из Чеченской Республики. И вот буквально на последних секундах эту схватку выиграл Джохар Чумаев. Да, борцы, конечно, из Карачаева-Черкесии сильны в этой борцовской дисциплине, и они лишний раз это подтверждают. В каждом поединке. Вот сейчас выиграл Джохар Чумаев. Гатсалов, Крымов. Гатсалов, Северная Осетия, Крымов, Дагестан. Но это вот та же весовая категория до 65 килограммов. Заурбек Гатсалов, он из Северной Осетии. И представитель Дагестана Артем Кримов. В зеленой куртке Гатсалов. Спасибо судье-информатору. Мы теперь знаем, кто есть кто.
2 балла, продолжаем. Заурбек Гатсалов у нас в зеленой куртке, ну а Артем Кримов, соответственно, вот в синих таких спортивных штанах и в серой футболке. Да, ну вот Заурбек Гатсалов в зеленой куртке с надписью «Зигоев». Такие вещи сегодня случаются частенько. Написано одно, это называется, если на клетке со слоном прочтешь надпись «Тигр», не верь глазам своим. Да, Заурбек Гатсалов из Северной Осетии вот спорит даже на ковре. Продолжаем, ребята. Если вы вовремя не дали, ну что будем наслаждать обстановку? Продолжаем. Если раньше споры велись там возле столика судей, то сейчас уже в это противостояние ввязались и участники. Причем противостояние не борцовское, а вот такое спорческое. Вот. На середину борцов. На середину борцов. Явным преимуществом схватку выиграл Крымов. Ну вот Артем Крымов из Дагестана выиграл эту схватку у Заурбека Гатсалова из Северной Осетии. Дикаев, Кекеев, Куртаев, Сидаков, Гайдаров, Мазихов. Ну вот тоже сейчас будет очень интересная схватка. Али Дикаев из Чеченской Республики против фаворита в этой весовой категории, а это весовая категория до 85 килограммов, против Рашида Тикеева из Карачаево-Черкесской Республики. Интересное вот какое... Тикеев, Куртаев, Сидаков, Гайдаров, Мазихов. Какое все-таки сопротивление окажет Али Дикаев Рашиду Тикееву. Это действительно интересно. Надо посмотреть. В зеленой куртке Дикаев, Чеченская Республика, в синем Тикеев. Ну вы слышали, в зеленой куртке Али Дикаев и Рашид Тикеев в синей. Здесь все понятно. Здесь следим за чеченским спортсменом Али Дикаевым. И желаем ему успеха. Но очень-очень серьезный соперник у Али. Рашид Тикеев из Карачаево-Черкесии. И вот Тикеев зарабатывает уже первые свои баллы. Ну что, вот на мой непрофессиональный взгляд, неплохой бросок Али Дикаева. Что скажут судьи? Продолжаем.
На середину борцов. Ну вот что, получил травму у нас Али Дикаев. Как-то, по-моему, неудачно упал чеченский борец. Схватку выиграл Текеев, Карачаева-Черкесия. Ну да, чистая победа Рашида Текеева. Да, действительно, очень сильный борец, тем более не пришедший откуда-то, ну, может быть, откуда-то все-таки пришедшего сюда в борьбу на поясах, но уже действительно многое в этой борьбе на поясах, многого, точнее, достигший. Ну вот я вижу, что там на беговой дорожке стоит главный судья этих соревнований Бувайсар Сайтиев. Ну и, в общем, достаточно довольное выражение лица у Бувайсара. Значит, судейство, в общем-то, идет без особых проблем. Значит, все неплохо. Ну а мне сообщили, что на связь с нами может выйти Адам Китляев. Я вас слушаю, Геннадий. Адам, да. Ну, во-первых, поздравляю с мировым рекордом. Спасибо. А можно я выдам тайну, а? Говорите. Адам, а помните, что вы мне вчера сказали? Вы же сказали, что я там решил там предварительно посмотреть, подниму я или нет. Да. А подняли сколько? 95 500? Да. То есть можно поднимать и больше? Так точно, будем готовиться. А сколько тогда будем поднимать? Вообще, в общей голове идет 107 число. 107? Да. Одной рукой? Так точно. Адам, небольшая или нагрузка? Или для вас нормально? Нагрузка колоссальная, но мы готовимся, мы трудимся. Мы за республику, короче, мы патриоты. Адам, вот я видел, как вот эту 95-килограммовую гирю выкатывали на тележке два таких неслабых парня, да, а потом вдвоем ее как-то взгромоздили на помост. Вы же одной рукой ее вот толкаете. Вот сколько нужно тренироваться, чтобы одной рукой поднимать 95 килограммов? Ой, всю жизнь надо тренироваться и все время быть в форме. А как форму поддерживаете? Ну, я не расслабляюсь. Во-первых, не пьющий, не курящий, и режим держу. И вот это, в общем, круглый год стараюсь быть в форме. Адам, а вам лет сколько? Секрет был, 48. Позавчера исполнилось. Так вас можно, в общем-то, и с днем рождения заодно поздравить. Вот классно, да, 48 лет, через 2 дня мировой рекорд 95 килограмм в толчке одной рукой. Так точно. Адам, ну это просто супер. У меня лично больше нет слов. Я действительно наблюдал, как вы эту гирю толкаете. Не скажу, что легко, с большим трудом, но все-таки ведь зафиксировали в верхней точке. Да, конечно. Иначе удачи не видать, иначе я даже сам не посчитал бы это за серьезным делом. Именно надо держать его в течение 3 секунд. Хотя некоторые полсекунды не держат и говорят, вот рекорд. Ну вот это был полноценный рекорд. Еще раз вас поздравляю с днем рождения, с тем, что вы в такой великолепной форме, с мировым рекордом. Давайте дальше, давайте вперед. Спасибо. Так, насчет Мукуева Висхана, мне сказали, что вы будете там вопрос задавать. Что там, как там, который стал чемпионом поднятия тяжести. А в поднятии тяжести, да, у нас поднятие тяжести уже завершилось? Да, ожесточенном, упорнейшем поединке, борьбе выиграл наш чеченский атлет, мой воспитанник Мукуев Висхан, суммой 83 повторов. Ага. А второй, который Кабардино-Балкарии, тоже Асланбек Ашроев, он занял 2 место. Он поднял на один меньше, оказал 82, он сделал. Наш превзошел на один повтор.
А я вот еще что хотел сказать. Я вот сейчас посмотрел свои записи. Так вот, Ашроев в прошлом году был первым и сделал 83 раза. Но видите, сейчас немножечко наоборот получилось. Нет, у вас неправильно. Нет? В прошлом году он сделал 76. Всего-навсего? Да. Ну, в любом случае, я поздравляю вас, как я уже говорил, с мировым рекордом. Поздравляю вас с тем, что ваш ученик выиграл одну из дисциплин фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В общем, сегодня действительно у вас, по-моему, Адам, большой праздник. Спасибо. Но у меня еще в силовом троеборье тоже этот, как его, Асвад Джамалханов стал призером вторым. Вот, кидание камня, тоже он вторым стал, серебряным призером по силовому троеборью. Камень. Ну, в общем, так сказать, тяжести чеченцы таскать умеют, это они сегодня показали совершенно четко. Да, так точно. Еще впереди у нас ждет перенос тяжести, тележка по 50 килограмм, 150 туда и обратно. У нас есть шансы? У нас только на первые шансы, первые мы хотим. Тоже мой воспитанник. Ну ладно, давайте, чтобы праздник действительно получился уже таким широкомасштабным, подождем завершения соревнований вот в переноске тяжестей, да, и уж потом вас еще раз поздравим. Уже... Спасибо, болейте за наших. Спасибо, вам большое спасибо. Всего хорошего. Счастливо. Удачи. Да, ну вот видите, дорогие друзья, сколько интересного произошло за то время, пока мы в эфире не были. Чеченская команда, вот насколько я понимаю, немножечко оторвалась-то в общекомандном зачете. В данный момент никому нету. Вставай, Седоков, вставай. Ага, вот спасибо, мне как раз протокол это и принесли. Так, вот, пожалуйста, ну, во-первых, армрестлинг, там Чеченская Республика первое место, на втором, да, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия на третьем. Поднятие тяжести, Висхан Мукуев, о котором только что говорил Адам Китляев, у него первое место, на втором действительно Аслан Ашроев из Кабардино-Балкарии, и вот Висхана Мукуева и Аслана Ашроева вот только одно поднятие и разделило. У Висхана 83, у Аслана 82. А спортсмен, который стал третьим, это Идрис Гамзаев из Дагестана. У него всего 69 поднятий вот этого самого 50-килограммового мешка. Он третий. И вот давайте... промежуточный итоговый протокол. Команда Чеченской Республики только один раз оказалась за тройкой призеров. Кроме того, у чеченской команды 2 первых места в армрестлинге и в поднятии тяжести, 2 вторых в лазании по канату и силовом троеборье, и вот 4 место в прыжковом двоеборье. Сумма очков самая маленькая. Напомню, чем меньше сумма очков, тем выше команда. У чеченской команды сейчас 10 очков. На втором месте Республика Дагестан. У дагестанцев 1, 2, 3 место и 2 пятых. Победили дагестанцы в силовом троеборье. Далее 16 баллов у Кабардино-Балкарии. Кабардино-балкарцы выиграли прыжковое двоеборье. Ну вот у них 1, 2, 3, 4 и 6 место. Ставропольский край вроде бы шел неплохо в силовом троеборье и прыжковом двоеборье, но затем 3 седьмых места, и ставропольчане пока на последнем месте. Карачаево-Черкесии не помогло то, что... Ну, я думаю, что впоследствии чуть поможет то, что они неплохо выступят в борьбе на поясах. Ну и Ингушетия у нас 4-я с результатом в 21 балл. 6 секунд до конца схватки. 6 секунд. Счет баллов 4-1. И вот 6 секунд там остается у нас до окончания очередной схватки в борьбе на поясах. И мы посмотрим, как лучники выполняют свои упражнения. Я вам, наверное, в 2 словах объясню, в чем же там суть. А суть там, в общем-то, в том, что нужно попасть в самый центр мишени.
но при этом начинают на одном расстоянии от этой самой мишени стрелки, точнее лучники, ну а затем отодвигается все дальше и дальше. Ну а те, кто, соответственно, промахивается, из соревнований выбывают. Ну, давайте смотреть, как это происходит. Это, кстати, не здесь, на стадионе, а вот, ну, немножечко там за стадионом. Судья, идите на свое место. Судья, идите на свое место. Гайдаров Мазиха. Одного из борцов я успел услышать. Пока никак мы не можем перейти на стрельбу из лука. Ну, я все-таки надеюсь, когда-то это произойдет. Борец получает 2 балла. Ну, вот сейчас борцы в весовой категории до 85 килограммов. Один из них Астемир Мазвихов из Кабардино-Балкарии. И вот здесь поактивнее, в общем-то, ведут себя борцы. Ну, борцы борцами. Давайте посмотрим, как народ у нас из лука стреляет. Я смотрю, как бы прибавляется зрителей на трибунах, потому что близится у нас развязка Кавказских игр. А где стрела? Как ее выпустила девушка из Чеченской Республики, мы видели. А вот куда стрела улетела, вот ее как-то не заметили. Неужели в лягушку попала? Ну, давайте смотреть. Вперед борец в белой футболке. А, вот она, вот. В мишень, к сожалению, эта стрела не попала. Пошла выше. И, по-моему, на достаточно таком недетском расстоянии от мишени сейчас находится девушка с луком. Еще одна попытка. Ну, стрела попадает в мишень. Вот насколько это правильное попадание, я думаю, надо нам с вами посмотреть в правилах проведения соревнований. Итак, стрельба из лука. Где же она у нас? Вот диаметр цели 80 сантиметров. Участник должен попасть в цель с определенным расстоянием. Начальная отметка для мужчин 30 метров, для женщин 20 метров. Каждому участнику дается один подход, 3 стрелы. То есть вот последняя, третья стрела лучницы из Чеченской Республики все-таки попала в цель. И вот... Ага, вот 62, 63. Но это, видимо, метры, соответственно. Вот у нас девушка из Дагестана будет стрелять. Пока что-то не получается. Ну вот эта стрела явно, по-моему, в мишень не попала. Но это Саният Миримова, которая представляет Дагестан.
если надпись на футболке у этой девушки соответствует истине, то, что она в команде Дагестана. Да. Ну вот, мне режиссер трансляции Магомед Чекоев подсказывает. Вот если вы, Геннадий Викторович, что-то не видите, то я вам говорю, стрела в цель не попала. Спасибо, Магомед. Ну, еще одна попытка у Саният Меримовой. Долго готовится. Ну, собирается перед выстрелом. И будем смотреть. Я буду смотреть очень внимательно. А вот она, стрела, только что прилетела. Вот, пожалуйста. Наша камера долетает до мишени гораздо раньше, чем стрела. То есть сначала мы показываем вот эту мишень, а уже потом мы видим стрелу, которая в эту самую мишень не попала. Вот интересно, Саният Меримова из Дагестана завершила свои выступления? Или будет еще стрелять? Не скажу я вам, что стрелков из лука. Ну вот, пожалуйста, Саният Меримова. Вот теперь в замедленном действии попробуем уследить за стрелой. Вот она внизу экрана. Ну и вот эмоции Саният Меримовой. Судя по всему, она закончила свои выступления. И снова появляется представительница Чеченской Республики. Это Аваза Цукаева. Ну что, дорогие друзья, неужели мы вот на самое-самое успели? Насколько я понимаю, вот Аваза Цукаева ведет борьбу с Саният Меримовой. Так ли это? Ну вот, во всяком случае, вслед за Меримовой вот сюда на эту позицию вышла Аваза Цукаева. Судя по всему, вот две этих девушки остались на огневой позиции, если можно так сказать, о стрельбе из лука, и ведут борьбу за первое место. Ну вот по выражению лица самой Авазы и вот ее, так сказать, ассистента, трудно понять, борьба ли это за первое место. Ну, вполне может такое быть. Опа! Ну вот тут сразу все видно. Вот она, стрела в мишени. Да нет, не две. Участница осталась на огневой позиции, потому что у нас выходит представительница Кабардино-Балкарии. Это Наталья Кулюшина. Так что это еще не финал. Но постепенно лучницы приближаются к тому огневому рубежу, с которого не все попадают в цель. Ну что, Наталья Кулюшина, Кабардино-Балкария. И тоже успешное попадание с первого же выстрела. Да, ну вот в таком замедленном повторе, дорогие друзья, кажется, что стрела летит настолько медленно, что ее можно поймать руками. Во всяком случае, долго приходится ее ждать, когда показывает мишень. Ну что? Смотрим дальше. Аваза Цукаева. Ну нет, вот поставила свой лук. И вот...
И вот здесь же, так сказать, Наталья Кулюшина. Кстати, вчера мы там подошли к лучникам, которые тренировались, и спросили, а для чего вы вот так вот ставите свое орудие, так сказать, труда? Они сказали, чтобы лук отдохнул, потому что вот там натягивается тетива там вибрирует, и вот лук, что называется, должен успокоиться, устояться. Ну и вот когда он устоится, можно выходить на огневой рубеж. Вот она, Аваза Цукаева. Ну, судя по всему, пока еще до выхода на огневой рубеж есть какое-то время. Потому что если бы там кто-то стрелял, наши бы режиссеры обязательно это все показали. А просто, видите, вот судя по всему, стрелы принесли и Кулюшиной, и, соответственно, Авазе Цукаевой. Не две ли вот эти девушки у нас остались на огневом рубеже? Вот я, к сожалению, во многом должен просто предполагать, что там творится на соревнованиях по стрельбе из лука. Вот я смотрю, попадание в мишень было у Авазы Цукаевой, но, в общем-то, не в белое, а в красную такую окантовку. Но, судя по всему, это тоже считается успешным попаданием. Итак, если за ней выходит Наталья Кулюшина, то значит это у нас уже дуэль. Итак, Наталья Кулюшина, Кабардино-Балкария. Ну, поточнее, в общем-то. Поближе к центру послал свою стрелу Кулюшина. И вот ставит свой лук отдыхать. И Аваза Цукаева. Вот так она выпустила стрелу. И вот так эта стрела вонзилась в мишень. Вот если с первого выстрела попали в мишень две девушки, стреляющие из лука, то они, по идее, должны у нас отодвигаться на расстояние в 2 метра и продолжать стрельбу оттуда. А у нас вот здесь, на беговой дорожке, если вы видите, я-то вижу это совершенно точно, уже протягивается канат. Ну и соревнования будут называться, соответственно, перетягивание каната. Одно из самых, наверное, драматичных соревнований в Кавказских играх. И вот, пожалуйста, зрители у нас есть не только на стадионе имени Султана Белимханова, но и здесь вот за забором стадиона. Кстати, поскольку девушки располагаются уже у самого забора, это действительно уже дуэль. Дуэль Авазы Цукаевой и Натальи Кулюшиной из Кабардино-Балкарии. Попала с первого выстрела Аваза Цукаева. Будем ждать, как поведет себя Наталья Кулюшина. Пока они совершенно четко попадают вот в эту мишень. Интересно, а выйдут девушки сегодня за забор, за пределы стадиона, или все-таки остановятся, не доходя до забора? Вот такой у нас получается, да, вид спорта, соревнования, которое продолжается от обеда до забора. Ну что, Наталья Кулюшина. Где стрела? Стрела в мишени. Дождались. Значит, нужно отодвигаться еще на 2 метра. Очень спокойно, очень сосредоточенно стреляют и Кулюшина, и Цукаева, и с первой стрелы попадают в цель. А забор, дорогие друзья, близок. 72 метра расстояние. Вот стреляли с 70 метров только что Цукаева и Кулюшина. И вот теперь будут стрелять с 72 метров. Да, вот
в замедленном повторе, конечно, все красиво смотрится. И мы видим, вот в каком положении, да, замирают руки после выстрела, после того, как стрела уже полетела. Итак, Аваза Цукаева, Чеченская Республика. Отстаивает честь Чечни вот эта девушка в стрельбе из лука. Вот, принесли стрелу. Ну, будем болеть за Авазу. Попала с 72 метров. Первым же выстрелом Аваза Цукаева. И вот давайте посмотрим, как Наталья Кулюшина выстрелит. И там, в общем-то, у нас сейчас намечается награждение победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Ну вот Наталья Кулюшина из Кабардино-Балкарии. Наталья, стреляйте, нам уже надо на награждение бежать. И промахнулась Наталья Кулюшина. Давайте все-таки, наверное, перебираться на награждение. Бовайсар Сайтиев сейчас будет вручать золотые, серебряные и бронзовые медали. Это у нас прыжковое двоеборье. Второе место в дисциплине прыжковое двоеборье среди женщин заняла представительница Кабардино-Балкарской республики Мария Кучина. Вот представительница Чеченской республики у нас на 3-м месте. И Мария Кучина у нас 2-я. В дисциплине прыжковое двоеборье 5-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 2014 года заняла Наврат Хамидова, Республика Дагестан. Ну и Наврат Хамидова 1-я в прыжковом двоеборье. Наврат представляет у нас Дагестан. Ну, в общем, вот представительницы всех, наверное, самых сильных команд этого фестиваля. Чеченская республика, Кабардино-Балкария и Дагестан. В разных комбинациях они зачастую на пьедестале почета представителей и представительницы именно этих команд. Среди женщин. Желаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов. Ну что, дорогие друзья, честно говоря, мне очень интересно узнать, чем же там закончится противостояние Натальи Кулюшиной и Авазы Цукаевой в стрельбе из лука. Вот там у нас был первый неточный выстрел Кулюшиной, но, судя по всему, все-таки со 2-й или с 3-й стрелы представительница Кабардино-Балкарии все-таки в цель попала. Ну вот точный выстрел Авазы Цукаевой. Давайте смотреть. Следующий выстрел девушки из Чеченской республики. Вот все более и более сосредоточенное выражение лица. Давай, Аваза. Где стрела? К сожалению, с первого выстрела Аваза Цукаева не попала сейчас в цель. У нее еще 2 стрелы, 2 попытки попасть в мишень. Увы и ах, да.
Мне Магомед Чекуев подсказывает, не попало. Да я, в общем-то, и сам вижу. Я же в очках. Помолчим. Да, увы, не увидели мы стрелы в цели. А Ваза Цукаева промахнулась. Ну что, получается, если Наталья Калюшина сейчас попадет, то она выиграет вот эти соревнования. Ну а Ваза Цукаева, соответственно, займет второе место в стрельбе из лука среди женщин. Да, может быть, сначала все-таки покажем... Ах, жаль. Но пока они еще дойдут. Я имею в виду награждение. Может быть, успели бы все-таки посмотреть, как Калюшина выстрелит. Ну и вот, пожалуйста, Лечи Курбанов у нас появляется здесь, на стадионе. Третье место в дисциплине прыжковое двоеборье за представитель Чеченской Республики Павел Руднев. Ну вот, представитель Чеченской Республики занимает третье место на пьедестале почета. Это прыжковое двоеборье. И, судя по всему, у нас одни и те же призеры. Вот снова среди женщин на третьем месте была представительница Чеченской Республики. Здесь снова на третьем месте чеченский атлет. Представитель Кабардино-Балкарии на втором месте, а вот на первом. Пятого юбилейного фестиваля народов Кавказа стал представитель Ставропольского края Евгений Огнев. Ну вот здесь вот такая небольшая у нас рокировочка. А у женщин первое место заняла представительница Дагестана. Ну а здесь представитель Ставропольского края был первым. Вы, наверное, видели, там вот и ребята допрыгивали до желтенького флажка. И представитель Ставропольского края прыгнул выше всех. Ну и, судя по всему, еще и дальше всех в тройном прыжке с места. А вот чем завершились там соревнования лучниц? Вот интересная вещь. Жаль, что мы все-таки не показали это до конца. Ну что, спасибо. Перешли на лук, но там, в общем-то, уже все завершилось. То есть женщины закончили свои выступления. Кто победил? Ну вот я так могу предположить, что скорее всего это Наталья Кулюшина из Кабардино-Балкарии. Ну а второй, опять же, по-моему, да, ну вот смотрите, Кулюшина получает поздравления, значит, она и заняла первое место. Ну а на втором месте была Ваза Цукаева, которая до поры до времени буквально мишень поражала первой же стрелой. Ну а затем вот, ого, вот смотрите, стрела-то как глубоко входит в эту мишень. Не просто так ее вынимать, а надо. Ну вот, пожалуйста, Ваза Цукаева. И вот это вот тот выстрел, когда, к сожалению, стрела не попала в мишень. Ну, это тоже неудачный выстрел Натальи Кулюшиной, как говорится. И за это спасибо. И еще одно награждение. Давайте переходить уже на стадион, на сцену. Чеченской Республики Лечи Курбанов. Лечи Курбанов продолжает вручать золотые, серебряные и бронзовые медали победителям и призерам фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Грозный 2014. Дорогие друзья, третье место в дисциплине лазания по канату занял представитель Кабардино-Балкарской Республики Тимур Куготов. Вот Тимур Куготов из Кабардино-Балкарии был третьим в лазании по канату. Получает медаль от Лечи Курбанова.
Второе место в дисциплине лазания по канату занял представитель Республики Ингушетия Бекхан Сакалов. Ну, вот представитель Ингушетии у нас на втором месте. Победителя в дисциплине лазания по канату 5-го юбилейного фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 2014 года стал представитель Республики Ингушетия Макшарим Бузуртанов. Да, ну вот ингушские специалисты по лазанию по канату, конечно, прекрасно себя проявили на этих соревнованиях. Министерство культуры Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и правительство Чеченской Республики. Мы поздравляем победителя и призеров, желаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов. Ну вот закончилась у нас стрельба из лука среди женщин, закончились награждения. И вот, пожалуйста, вам таблица по 5 видам спорта. Команда Чеченской Республики лидирует, но это всего 5 видов спорта. Напомню, что в 12 видах спорта соревнуются участники нашего фестиваля. Так что нужно будет, во-первых, подождать подведения итогов в борьбе на поясах. Надо дождаться остальных соревнований. Есть у меня вот такая информация, правда не проверенная, что в финал мини-футбольного турнира вышли команды Чеченской Республики и Дагестана. То есть Дагестан против Чечни. Вот здесь, на стадионе имени Султана Белимханова. Но опять же, это такая непроверенная информация. Будем ждать более точной информации. Но будем надеяться на лучшее, что такой финал все-таки состоится. А вот что у нас следующее? У нас еще есть эстафета, есть у нас ходули, есть у нас перетягивание каната. И что еще? Есть еще перенос тяжести на дистанцию, о которой говорил Адам Китляев. И где у него есть Магомедбашир Мержоев, который, в общем-то, может победить. Дело в том, что Магомедбашир и в прошлом году занял первое место вот именно в этой дисциплине. Так что пожелаем ему повторить прошлогодний успех. Но нужно сначала, конечно, дождаться, когда эти соревнования у нас стартуют. Такое вот у нас небольшое затишье здесь на стадионе и в его окрестностях. Я бы и на перерывчик ушел, например. Вот пока такое массовое фотографирование у нас там на беговой дорожке. Близится развязка. И вот перетягивание каната, ну и эстафета 4 по 200 метров и эстафета на ходулях. Ну, сами понимаете, что достаточно быстро это все закончится, и мы поймем, кто же у нас там первый, кто второй. Ну а затем, конечно, нужно все сложить, все вычесть, ну и затем понять, кто же у нас будет первым в общекомандном зачете.
Замир Гоплачев снова у нас на связи. Спасибо нашим замечательным судьям за то, что вот помогает нам разобраться в хитросплетениях борьбы в том или ином виде спорта. Замир, вы меня слышите? Слышу уже. Замир, ну как у нас закончилась борьба в 3 весовых категориях вот на этих замечательных коврах в борьбе на поясах? Кто там у нас выиграл? Пока закончился в 2 весовых категориях, еще один круг остался свыше 85 килограммов. В весовой категории 65 килограммов победителем стал Чамаев Джахар, представитель Карачаево-Черкесии. Второе место Гусигов Ахраман, Чеченская республика. И третьим стал Гоплачев Асан, представитель Кабардино-Балкарии. Это весовая категория 65 килограммов. А в весовой категории 85 килограммов победителем стал Тикеев Рашид, представитель Карачаево-Черкесии. Второе место занял Картаев Мухаммад, Ингушетия. И третьим стал Мазихов Астемир, представитель Кабардино-Балкарии. Сейчас в лидерах старшего возраста, это свыше 85 килограммов, пока остается представитель Карачаево-Черкесии Татаркулов. Он не имеет ни одного поражения. Одно поражение имеет представитель Дагестана. Ну, последний круг все распределит по своим местам. Ну, вот, насколько я понимаю, в борьбе на поясах фавориты у нас из Карачаево-Черкесии, да? Да. Они во всех весовых категориях в призерах. Не то, что в призерах почти, за исключением свыше 85 килограммов, они победители, чемпионы. А что скажете о выступлениях чеченских борцов на поясах? В общем-то, в прошлом году вот этой дисциплины не было в Пятигорске. Мы очень рассчитывали на чеченских борцов, и они, в общем-то, достаточно заслуженные, побеждали на международных турнирах, но здесь вот у Брагима Исаева как-то не очень заладилось. Ну, в весовой категории 65 килограммов Гусигов прекрасно отборолся в финальной схватке в упорной борьбе, проиграл представителю Карачаево-Черкесии. А в весовой категории 85 килограммов представитель чеченской Дикаев Али, он получил в первой схватке травму и с этой травмой закончил свои схватки на 5-м месте. И да, в тяжелой весовой категории там борется где-то 3-4 идет представитель Чеченской республики. Ну, в общем, вполне неплохо, особенно, так сказать, Гусигов просто очень хорошо провел, так сказать, свои схватки и проиграл только вот спортсмену, который был фаворитом из Карачаево-Черкесии. Ну да, они достойные соперники были. В дополнительное время в упорной борьбе вырвал победу Чамаев. Большое спасибо вам. Будем ждать результатов в супертяжелой весовой категории. Большое спасибо еще раз. Пожалуйста. Счастливо, удачи.
великолепный бросок Рамазана Татаркулова. Ну, действительно, борцы на поясах из Карачаева-Черкесии лучшие здесь, на грозненском ковре. В этом, что называется, нет никаких сомнений. И вот посмотрите еще раз, повторе, этот действительно великолепный бросок. И посмотрите же, здоровее, вот чисто на вид Тарасенко. И Тарасенко, в общем-то, судя по всему, сам не понял, как очутился в такой ситуации, как борец, который, ну, так на полголовы, навскидку его пониже, смог такой великолепный бросок провести. Но, тем не менее, говорили же, что Рамазан Татаркулов действительно один из лидеров этой весовой категории. Хотя, напомню, здесь же есть борец из Дагестана Асхабали Халидов. И тем не менее, Асхабали уже успел проиграть одну встречу. Ну а что касается Рамазана Татаркулова, то он идет без поражения. 18 часов 5 минут. Передвижение на ходулях. 18 часов 15 минут. Бег эстафета 4 по 200 метров. И 18 часов 30 минут начнется последняя дисциплина нашего фестиваля – перетягивание каната. Вот нам рассказали, я не знаю, слышали вы или нет, но уже где-то после 18 часов у нас будет и ходули, и эстафета, и перетягивание каната, и соответственно переноска тяжестей. В общем, все замечательно. Там все будет достаточно быстро, там все будет резко, там все будет очевидно. Это действительно будет кульминация нашего фестиваля. В нашей трансляции реклама. Потом мы вернемся сюда на стадион имени Султана Белимханова и продолжим нашу прямую трансляцию на телеканале Грозный с фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Грозный 2014. Подарите своему ребенку безупречный комфорт. Маджикс. Революционно тонкие подгузники. Город Грозный, улица Коперника, 3. Перевозка автомобилей автовозом по маршруту Грозный-Москва-Грозный. Телефон для справок 8 928 30 65 65. Профессиональный шоурум строительных материалов, торговый центр «Фридом». Для тех, кто ценит время и качество. Современные отделочные строительные материалы, кровля, фасад, отопление, крепеж, кондиционеры, бассейны и многое другое. «Фридом». Все лучшее в нем. Стройцентр «Идеал» — это единственный супермаркет в Чеченской Республике, который предлагает весь спектр строительных и отделочных материалов. Прямые поставки от ведущих производителей, огромный ассортимент, разумные цены и бесплатная доставка по городу. Мы также заключаем договора с юридическими лицами на комплексные поставки материалов. Наш магазин находится по адресам: город Грозный, Старопромысловское шоссе, Иванова 2, проспект Кадырова 158. Студия кухни «Рим» предлагает кухни на заказ от эконом до премиум-класса, от хай-тек стиля до классического. Студия кухни «Рим». Лучшее в вашем доме. Город Грозный, улица Левандовского, 1. Лондон, Париж, Рим,
Гуанчжоу. Мы часто бываем в этих странах, заключаем контракты с ведущими производителями со всего мира и максимально стараемся доставить для вас качественный товар. Мы всегда вам рады. Вас ждет удивительное путешествие в мир строительства и интерьера. Пусть наша продукция радует вас и вашу семью. Торговая компания «Татаев». Франция – Париж, Швейцария – Берн, Италия – Милан, Россия – Москва. А теперь и в Грозном открылся первый на Северном Кавказе ювелирно-часовой бутик Royal Time, в котором представлены такие именитые бренды, как Улис Нардан, Убло, Давид, Гренбел Форси, Демиани, Луи Муане и Джейкоб & Ко, а также мобильные телефоны Верту высшего класса. У нас вы можете найти изделия, которые удовлетворят вкус самого взыскательного покупателя. Ждем вас по адресу проспект Путина, 36. Поставки спортивного оборудования и обустройство фитнес-залов любой категории. Благодаря широкому ассортименту спорттоваров вы сможете оснастить тренажерный зал под ключ, подобрав оборудование любого типа. Мы являемся официальными дилерами известных брендов, производителей спорттоваров. Только у нас прямые поставки, новые модели, широкий ассортимент профессиональных тренажеров и тренажеров для дома, а также полная гарантия качества. Спорт для всех и все для спорта. Магазин Дайда Вояж предлагает вашему вниманию итальянскую кожгалантерею, сумки, кошельки, деловые портфели, ремни и прочие аксессуары от ведущих итальянских брендов, изготовленных из натуральных материалов. Тони Перотти, Элизир, Джильда Тонелли. В нашем магазине вы можете приобрести чемоданы европейского качества Samsonite American Tourist. Знак качества, престиж и респектабельность сочетаются с доступной ценой. Дайда Вояж, город Грозный, торговый центр Гранд Парк, 2 этаж. С 6 по 9 декабря. Грандиозное событие в мире моды. Событие, которого мы все ждали. Грозный Fashion Week 2014. Эксклюзивные и незабываемые показы модельеров-дизайнеров со всего мира. Заявки для участия в показах и в шоуруме присылайте на электронный адрес info@invogue@mail.ru. Что я могу сказать, дорогие друзья? Вот смотрите, где-то так в середине экрана, ближе к правой его части, вы видите журналистов, которые собрались на поле стадиона. Что у нас здесь будет? Ну, во-первых, у нас должен быть финальный матч по мини-футболу. Это раз. Ну, первоначально он намечался на 16 часов 45 минут. Сейчас у нас 16:32, да, это вот на моем будильнике. Стреляют у нас мужчины сейчас из лука, женщины уже отстреляли, и чеченская спортсменка Аваза Цукаева заняла 2 место. Вот сейчас Айхан Сулейманов представляет чеченскую команду в этом виде спорта. Ну а на огневом рубеже сейчас представитель Республики Ингушетия Джамалейл Баймурзиев. Не знаю, сколько там еще участников осталось, на каком они расстоянии, но как показывали нам
Состязание среди женщин. Чем ближе к забору, тем меньше участников. Вот кто бы нам еще показал, попала ли хоть одна стрела у ингушского спортсмена в цель. Ну, я думаю, что, может быть, оно и не надо. Представитель Ставропольского края. Никита Костюков. И вот если он стреляет во второй раз, то значит первая его стрела в цель не попала. Ой, мама дорогая. Да тут, в общем, даже если стрела и попадет в цель, трудно будет отличить ее от всех прочих. Вот такой ежик получился у нас. Ну, смотрите, вот я, например, рассмотрел, что стрела сейчас попала в мишень. Ну, значит, представитель Ставропольского края Никита Костюков пойдет дальше. Ну, вот представитель какой республики сейчас на огневом рубеже, честно говоря, не знаю. У него фирменная футболка фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Первый выстрел не точный, это видно потому, что лучник у нас вторую стрелу заряжает. И еще одна попытка. Один подход, 3 стрелы. Что, попал, не попал? Не попал. И еще один выстрел. И непонятно, попала стрела в мишень или нет. Но судя по тому, что как бы убежал у нас лучник, то, скорее всего, он закончил свои выступления в этих соревнованиях. Потому что если бы продолжал, вряд ли бы так быстро убежал со стрелкового поля. Посмотрим, кто же у нас там будет продолжать все эти соревнования. Вот сначала нужно вот эти все стрелы повытаскивать. То есть на это уйдет тоже еще какое-то время. Ну вот все у нас готовятся. Правда, на поле для мини-футбола сейчас расхаживают журналисты. И снова представитель Ставропольского края Никита Костюков у нас сейчас на огневом рубеже. А, это повторы, говорит мне режиссер. Не сразу, правда, но говори, что это повторы. Вот смотрите, я вижу вот такой след на 30 метрах. Ну, по-моему, это просто несерьезная дистанция. И либо я ошибаюсь, потому что вы видели, что женщины стреляли, по-моему, с 72-74 метров. Когда остались Наталья Кулюшина, ну и, соответственно, чеченская спортсменка Аваза Цукаева. Ага, вот смотрите. А у нас уже готовы соревнования по передвижению на ходулях, дорогие друзья, потому что настоятельно просят освободить беговую дорожку. Так что, наверное, нужно нам на ходули переключаться. 7 участников. Чеченскую республику представляет Тамерлан Аздоев. И вот с кем будет соревноваться Тамерлан? Ну, я могу, в общем-то, перечислить всех его соперников. Дагестан Абдуллатип Муталипов, Республика Северная Осетия Алания Георгий Артабаев, Кабардино-Балкария Эльдар Базиев, Республика Ингушетия Ингисхан Аздоев, Ставропольский край Максим Сурцев, от Карачаева-Черкесии будет выступать Азамат Дауров, ну и от
Чеченской Республики Тамерлан Оздоев. Это участники передвижения на ходулях. Я вам их уже назвал. Ну а у нас продолжают лучники посылать стрелы в цель. И выходит вот Робин Гуд без опознавательных знаков. Без опознавательных надписей. Ну, смотрим, попадет он в цель или нет. Не попал. Вторая стрела. Вот она дрожит, значит, тоже мимо цели. Давайте смотреть, хоть с третьего выстрела попадет вот этот дяденька в цель или нет. Да, ну как-то быстро отстрелялся, с улыбочкой покидает вот огневой рубеж, значит, все 3 стрелы в цель не попали. Какую республику представляет этот стрелок, мы, в общем-то, не знаем. Но то, что он попал с первого выстрела в мишень, это, я надеюсь, дорогие друзья, вам понятно. Ну и вот этот лучник тоже с первого выстрела поразил мишень. Ну вот, ура! Представитель Ингушетии вышел на огневой рубеж. И, в общем-то, мы здесь точно можем сказать, что да, это представитель Ингушетии. А вот это представитель Ставропольского края. И тоже попадание с первого выстрела. Никита Костюков, если кто не помнит. А в это время специалисты по ходьбе на ходулях пока вот там только разминаются на беговой дорожке стадиона имени Белимханова. Кое-кто уже на эти самые ходули взобрался. И вот так прохаживается. Ну что? Ходули, они, в общем-то, уже на старте стоят, дорогие. Вот, отлично, мы перешли, все. Один из участников уже, к сожалению, сдал позиции. И смотрим, кто же придет к финишу первым. Вот там стартовали, вот, насколько я понимаю, 3 участника. А вот это, вот да, вот это финиш. Наверное, сейчас услышим, кто же пришел к финишу первым. А вот у ингушского ходока ходуля как раз и сломалась. Вы видели, что там, ну, действительно был открытый перелом. Давайте послушаем Игоря Плешакова, который сейчас объявит. Или, может быть, сейчас, или, может быть, попозже. И вот еще у нас 3 участников становятся на ходули, и теперь они побегут, если можно так сказать. Внимание, владелец автомобиля Нива, номерной знак Т-123ОК. Мы просим срочно вас подойти к вашему автомобилю, он мешает проезду. Владелец автомобиля Нива, государственный регистрационный знак Т-123ОК. Мы просим срочно вас подойти к вашему автомобилю, он мешает проезду.
Ну что, еще 3 участника у нас на стартовой позиции. И даже 4 участника. Ну вот, в общем-то, понятно. Сначала 3, затем 4. Все-таки 7 человек заявлено. По 1 от каждой команды. А почему не сразу 7? Ну вот, наверное, такая все-таки формула. Сначала у нас бежали на ходулях 3. А теперь 4. Да, ну вот, так сказать, парень в футболке сборной России по футболу как раз. По-моему, у нас там финишировал первым с громадным отрывом. Ну и судя по аплодисментам, это у нас, по-моему, представитель Кабардино-Балкарии. Да, нет. Ничего не могу вам определенного сказать по этому поводу, но то, что вот этот парень в форме сборной России по футболу первый, это точно. Вон он там на дальнем плане. И вот только-только, не спеша, подходит еще один спортсмен, который так никуда не торопился. А оказывается, есть еще более неторопливый парень. Но он финишировал под аплодисменты зрителей. Это был представитель Ставропольского края. Ну, как говорится, честь ему и хвала за то, что он дошел до финиша. Это был Максим Цурцев. Ну что, наверное, не знаю даже, будет по времени... Ага. А давайте-ка посмотрим, дорогие друзья, правила. По-моему, тут лучше будет определяться по времени, а не по тому, кто первый пришел к финишу. Давайте сейчас посмотрим, и все нам, в общем-то, будет ясно. Да, победитель определяется по лучшему времени прохождения дистанции. Ну вот, судя по всему, тот парень в форме сборной России по футболу, вот по моим ощущениям, конечно, бежал по дистанции побыстрее всех остальных. Ну, точнее скажут только судьи. Вот еще один спортсмен у нас стартует. Шестеро уже прошли эту дистанцию. Ну, я должен сказать, что участников не 7, а 14, потому что... Или нет? Нет, 1. Извините, это я случайно в лазанье по канату посмотрел. По одному участнику. Вот этому парню, наверное, тяжелее других, потому что вот одному придется идти по дистанции, соревноваться не с кем, только с секундомером. Ну и с ходулями, разумеется. Весьма и весьма быстро, надо сказать. Не знаю, правда, быстрее вот того парня в форме сборной России по футболу или нет, но
представитель Ингушетии так на скорости пробежал. И, наверное, достаточно прилично у него будет результат. Не знаю, первый, не первый, но вот чеченец и ингуш обнялись. Наверняка знают друг друга. Победителя и призеров в армспорте всех 3 весовых категорий. Мы просим победителей и призеров в весовых категориях 65 до 80 и свыше 80 килограмм после эстафеты подойти к столику оргкомитета при выходе на поле. Благодарим вас за понимание. Ну вот смотрите, все, извините, поздравляют ингушского спортсмена. Судя по всему, он и показал лучшее время вот в передвижении на ходулях. Ага, вот там результаты объявляют. А может, это подготовка к переноске тяжестей по дистанции. Не слышу я, к сожалению, звука. 5-е место Даурова Азамат. Победители призеры сюда ко мне подойдите. Азамат Дауров. 5-е место Карачаево-Черкесия. 6-е Северная Осетия лагерь Табаев Георгий. И 7-е Ставропольский край Максим говорит Сурсов. вот эта женщина-судья. Вот все слышат, кроме меня. Так объясните мне, ради бога. Ну вот еще раз посмотрим, как передвигается на ходулях представитель Ингушетии по дистанции. Один, без соперников. Ну вот так вот. Очень неплохо. Очень быстро. И финишировал. И тут же получает поздравление от чеченского коллеги, чеченского брата-спортсмена. Ну вот, пожалуйста, фестиваль действительно народов Кавказа. Участники соревнований, которые уже завершили свои турниры, у нас так потихонечку переместились на трибуны, потому что действительно сейчас у нас будут самые такие валидольные эстафеты. Ну вот, например, эстафета 4 по 200 метров или то же самое перетаскивание тяжести на расстояние. И футбол у нас будет, правда, про футбол у нас еще никто не говорил, но вот видите, мы восхищались точнее, ингушским атлетом, да, который шел по дистанции. А выиграл-то, оказывается, представитель Чеченской Республики, о котором я сразу вам и рассказал, это Тамерлан Аздоев. Вот мне пообещали, что Тамерлан ответит на наши вопросы в прямом эфире, если это возможно. Ждем Тамерлана Аздоева, победителя в передвижении на ходулях. Объявляем вам 3 призеров в дисциплине ходьба на ходулях. 3-е место занял представитель Дагестана Абдулла Муталипов. 2-е место занял представитель Ингушетии Ингисхан Аздоев. И 1-е место занял представитель Чеченской Республики Тамерлан Аздоев.
Ну вот, если вы слышали, уже объявили и во всеуслышание результаты передвижения на ходулях. Тамерлан Аздоев, Чеченская Республика, 1 место. 2 Ингисхан Аздоев из Ингушетии. Ну и 3 Абдулатип Муталипов из Дагестана. Ждем либо перемещения тяжестей, точнее, как написано в протоколе, перенос тяжести на дистанцию, но либо футбола. Хотя, судя по всему, пока футболом и не пахнет. Вот бы узнать, кто вышел в финал, было бы совершенно замечательно. Потому что, как я уже говорил, у меня была непроверенная информация о том, что в финал вышли команды Дагестана и Чеченской Республики. Причем в том, что команда Дагестана выйдет в финал, в общем-то, никто не сомневался, потому что там есть действительно мини-футбольная команда. Ну вот, судя по всему, Тамерлана Аздоева у нас не будет, но будет Тамара Николаевна Шиян, главный судья вот в передвижении на ходулях. Ждем Тамару Николаевну. Что у нас там интересно, кстати, на стрельбе из лука? Завершили ли ее мужчины? Ну, я думаю, это мы узнаем после того, как поговорим с Тамарой Николаевной. Тамара Николаевна. Да-да, слушаю. Вы меня слышите? Да, замечательно. Да. Тамара Николаевна, вот у меня один вопрос. Вот получилось так, что пробежали, точнее, прошли на ходулях дистанцию 3 спортсмена, потом еще 3, потом еще 1. А почему не сразу 7? Ну, во-первых, на передвижение на ходулях это опасный вид. На каждого участника положено 2 дорожки. Так как в стадионе только 6 дорожек, поэтому у нас 2 забега. Один забег 4 человека, другой забег 3 человека. И да, в первом забеге у нас представитель Ингушетии, у него поломались ходули. По правилам мы ему дали... Еще одну попытку, да? Дали, да, попытку по правилам, по договоренности, по положению соревнований. Он был один, шел потом в 3-м забеге. Ну так получилось, что вот видите, шел один, а вышел на 2-е место. Ну, очень быстро шел. А вот скажите, фиксировались ли когда-нибудь вот какие-то рекорды вот на этой дистанции? Вообще сегодняшние представители, сегодняшние вот ходаки? Ну, в принципе, всегда лидером на этой дистанции, вот 5 лет мы проводим, являются представители Ингушетии. И у них рекорд где-то в пределах из 19 секунд и лучше. Ага, ага. А вот сегодняшняя победа Тамерлана Аздоева из чеченской команды, это как, сюрприз? Ну, да. Чуть-чуть. Алло. Все. Ну хорошо, значит, спасибо, Тамара Николаевна, спасибо, что разъяснили нам, что, как и что в передвижении на ходулях. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Ну вот понятно, что у нас там произошло, почему вот так вот у нас было, почему совершенно один шел у нас Ингисхан Аздоев из Республики Ингушетия. Ну вот видите... Была у него 2-я попытка. Вот посмотреть бы, что у нас там на стрельбе из лука, потому что здесь все готовятся к следующему старту, который, судя по всему, у нас пройдет здесь на беговой дорожке. Ну а что в стрельбе из лука, интересно было бы посмотреть, если есть у нас такая возможность. Ну а если нет, то можем и позже посмотреть на лучников мужчин.
Но я надеюсь, что все-таки донесут до меня протокол, потому что уже, я так смотрю, где-то видов 8-9 у нас уже закончилось. Ну что у нас осталось? У нас, соответственно, мужская стрельба из лука должна завершиться. У нас перетягивание каната. Дальше у нас эстафета 4 по 200 метров. Ну и, соответственно, мини-футбол. Потому что на ходулях уже отбегали. Да, еще перенос тяжести на дистанцию. Итого. 1, 2, 3, 4. Ну и 4 вида спорта у нас еще просто не начинались, эти соревнования. Ну а что касается стрельбы из лука, то у женщин там все понятно. Первая Наталья Кулюшина из Кабардино-Балкарии, вторая Аваза Цукаева из Чеченской Республики. Ну а что у мужчин, честно говоря, пока не знаю. Ага, ну вот понятно, вот понятно. Вот появились вот эти здоровенные 50-килограммовые мешки. Значит, у нас уже готовятся спортсмены, чтобы эти мешки перетаскивать. Но там все нормально. Нужно нагрузить, довести, разгрузить. Ну и, соответственно, на финише будет фиксироваться какое-то время. Так что будем ждать, кто же первым там выйдет на дистанцию и сколько будет участников бежать вот с этими мешками сразу. Если посмотреть то, что было снято в прошлом году в Пятигорске, то там прошлогодний победитель Магомед Башир Мержоев из Чеченской Республики, он, в общем-то, бежал один и показал лучшее время. Буквально позавчера было решение. Тачка, как в прошлом году, в 2011 году, в Черкесии, из стартового положения разворачиваем и выгружаем с тележки, то есть мешки. То есть, если, значит, да, видимо, с луком у нас проблемы, а вот с тачками, на которых нагружено по 150 килограммов песка в мешках, проблем нет. Поэтому вот последнее наставление от арбитров получают участники этих соревнований. И я уже сказал, кто представляет Чеченскую Республику. Это Магомед Башир Мержоев. Ну и, наверное, давайте я назову других участников этих соревнований. Бувайсар Сайтиев, главный судья этого турнира, тоже здесь же, на свежем воздухе, на стадионе. Итак, от Дагестана переносить тяжести на дистанцию будет Абдулла Каранаев. От Республики Северная Осетия Алания Вадим Кумаритов. От Кабардино-Балкарии
Анюар Шагенов от Республики Ингушетия, Сурхут Тункаев от Ставропольского края, Анатолий Зубенко от Карачаево-Черкесской Республики, Ибрагим Кайчуев, ну еще раз повторю, от Чеченской Республики Магомед Башир Мержоев, воспитанник Адама Китляева. Адам Китляев сейчас вот и рассказывает, что нужно делать, как правильно нагружать, как правильно разгружать, как правильно бежать по дистанции. Ну, большой действительно Адам Китляев у нас специалист по работе с самыми разнообразными тяжестями. Пожалуйста, человеку исполнилось 48 лет. Через 2 дня он одной рукой толкнул гирю весом в 95 килограммов. Но это, что называется, публично. А за сутки до этого, ну как бы так примериваясь, да, толкнул 95 500 одной рукой. И хочет не просто там 100-килограммовую гирю Адам у нас толкнуть, а стремится к результату в 107 килограмм. Вот это да, вот это суть. Каждый фестиваль правила меняют. Так точно. Никакого устава нет. Ну и вот же здесь вот как удобно проводящей сойти. Стороне, чтобы не испортить инвентарь, чтобы не... Они вам сейчас говорят правила перед этим. Если сейчас у вас есть вопросы, задавайте. Сейчас победим, потом не прибегайте. Эй, сейчас задавайте ему вопросы. Вот это так будет, вот это вот так будет. Одинаково прибежим, что будем делать? Одинаково прибежим, обоим первое место. Второе место будет? Не будет. Третье сразу. Третье сразу. Второе место не будет. Все согласны? Ну что, там появился Ибрагим Бачаев, руководитель чеченской команды. Я уже не знаю, по какому поводу там идет спор между Бувайсаром Сайтиевым и представителями команд. Ну, я думаю, разберутся такие знаменитые, такие весомые атлеты. Я думаю, решат этот вопрос о том, как переносить тяжести на дистанцию. Опа, а я смотрю, у нас уже здесь появились мини-футболисты, и они уже тренируются, они уже бьют по воротам, и вот у нас уже мячик. И 2 команды, и все замечательно. Так что я думаю, мини-футбол у нас тоже не за горами. Но поскольку одна команда в зеленой форме, а не чеченская ли это республика, ну давайте хоть мне поближе покажите, потому что вот с такой дистанции, со своего места в комментаторской кабине. Да, Чечня и Дагестан, мне подсказывает режиссер нашей трансляции Магомед Чекуев. Ну а наш корреспондент Тамерлан Гучигов, видимо, устал брать интервью у главных судей соревнования, решил вот там немножечко погонять мяч с мини-футболистами. Ну, действительно, должно быть какое-то счастье даже во время работы у Тамерлана Гучигова. Он действительно сегодня постарался, много людей уговорил дать нам интервью в прямом эфире. Все было действительно замечательно. Ну и Тамерлан вот разговаривает со своими друзьями-футболистами. Итак, Чечня-Дагестан в мини-футбольном финале. Продолжается у нас там толковище. Те, кто пока еще ни одной тачки, ни одного мешка не перевез. Но я смотрю, там так основательно собрались люди. И вот никак они не могут решить там какие-то вопросы. Вот, по-моему, речь идет о том, как надо разворачивать тачку и как нужно выбрасывать там мешки. Потому что действительно, наверное, там речь идет о каких-то секундах. Если ты правильно это сделал, может быть, у тебя уйдет и больше времени. Поэтому все должно быть по правилам, дорогие друзья. И, видимо, как раз и это выясняют там и судьи, и участники, и все, кто
принимает участие в этом споре. Ну а теперь... А давайте-ка, дорогие друзья, вот я смотрю, у меня тут есть составы команд, если есть, конечно. Да, в общем, да. Посмотрим, кто у нас в сборной Чеченской Республики. Вот тут состав-то небольшой. Раз-два-то и всего 8 человек. К примеру, вот у дагестанцев тоже 9. Ну, примерно одно и то же количество людей в каждой команде. Итак, в сборной Чеченской Республики выступали во время предварительных соревнований Расул Асхабов, Турпал Типишев, Батыр Умаров, Зелимхан Асхабов, Рустам Уматгириев, Борс Садаев, Аслан Дашаев и Заурбек Дисиев. Ну и Руслан Герзищев, который был гостем программы «Грозный футбол», рассказал о том, что именно он готовил эту команду вот к этим соревнованиям. И вот я вижу, что Руслан Герзищев там дает последние наставления. Вот он сейчас к вам спиной. И вот внимательно слушают игроки сборной Чеченской Республики последние наставления своего тренера. Последние перед вот этой самой финальной игрой. И давайте, наверное, назову их соперников. Может быть, рано, но все-таки. В команде Дагестана будут играть Гамзат Амаров, Гаджимурат Абушев, Артур Гаджиев, Малалали Курбанов, Мурат Хайбулаев, Рустам Шилаев, Абдулмукмин Хакимов, Нариман Нурмагомедов, Алияр Исмаилов. Вот это все те футболисты, которые могут выйти в составе сборной Дагестана. Это соперник нашей команды в финале мини-футбольного турнира. Вот так команды шли и оказались в финале, где будут выяснять отношения. Кто впишет в общекомандный зачет единичку, тот окажется на первом месте. Кто впишет двоечку, тот будет вице-чемпионом, что, в общем-то, тоже замечательно. Вот передали мне протокол. Большое спасибо. Все нам помогает, в том числе и чеченская полиция. Один из ее сотрудников мне этот самый протокол и принес. Итак, после 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 видов спорта команда Чеченской Республики, у которой 3 первых, 3 вторых и 1 четвертое место, имеет 13 баллов. Всего-навсего. Я напоминаю, у какой команды меньше баллов, та и становится победителем. А баллы — это те места, которые занимают спортсмены или команды в личных или в командных видах спорта. Далее, на втором и третьем месте, вот борьбу за второе и третье место ведут Кабардино-Балкария и Республика Дагестан. Кабардино-Балкария выиграла прыжковое двоеборье, Дагестан был первым в силовом троеборье, ну а затем, в общем, и все. Ну и, разумеется, борьбу на поясах выиграла у нас Карачаево-Черкесская Республика. Кстати, о борьбе на поясах, да. Карачаево-Черкесия была у нас первой, второй была Чеченская Республика и на третьем месте Кабардино-Балкария. Дагестан был четвертым. И в результате целых 10 очков отделяет команду Чеченской Республики от Кабардино-Балкарии и Дагестана, которые преследуют нашу команду. Но 10 очков разрыва. Да. Так, эстафета, мини-футбол, перетягивание каната. Ну вот действительно 5 видов спорта у нас осталось. В личном стрельбе из лука, в женской стрельбе из лука, там первой была Кабардино-Балкария, Наталья Кулюшина, второй представительница Чеченской Республики Аваза Цукаева. Так что здесь все нормально. Как там отстрелялись мужчины, мы с вами так и не узнали. Но я думаю, из протокола все-таки узнаем, кто же там был самым метким. Ну а все определяется в сумме.
И у женщин вот Аваза Цукаева заняла второе место. Это очень и очень даже неплохо. Ну что, как там у нас с переноской тяжести на дистанцию? Закончились споры, можно начинать соревнования или все-таки еще нужно там подискутировать, потому что футболисты уже разминаются, уже готовятся. А вот что касается перемещения тяжести на дистанцию, то никак здесь спортсмены не договорятся, до истины никак не начнут грузить мешки и на дистанцию их, соответственно, передвигать. Ну, а, кстати, о дистанции. Дистанция 100 метров. Ну что, первый участник у нас готовится тяжести-то переносить на дистанцию, или это, или еще нет. Ну, Бувайсар Сайтиев, я смотрю, уже улыбается. Ну, он, впрочем, всегда улыбается. Хотя, конечно, иногда бывает серьезным. Адам Китляев там продолжает дискуссию. Просит разрешения стартовать один из участников. Ну, разрешения на старт ему, по-моему, пока и не дают. Между тем, футболисты сборной Чеченской Республики по мини-футболу вот так разминочным шагом, точнее, разминочным бегом, немножко там поизмеряли футбольное поле, но вот теперь поперек мини-футбольного поля, специально размеченного. По переносу тяжестей мы просим вас на беговую дорожку не выходить. Благодарим вас за понимание. Да, ну там просятся сводить беговую дорожку, соответственно, дорогие друзья, сейчас все-таки тяжести мы, ну точнее не мы, а участники будут по дистанции перемещать. Все, что на ней стоит. Благодарим вас за понимание, дорогие друзья. Итак, очистили беговую дорожку, первый участник на старте, лица у всех сосредоточенные. Адам Китляев занимает место. Между прочим, он, по-моему, главный судья этих соревнований. У него в руках секундомер. Я смотрю, в одинаковых футболках и Адам Китляев, и вот участник Немагомедли, это Башир Мержоев. Так, по счету 3. Раз, два, три. Ну что, все, поехали. Загружаем мешки и с тачкой вперед. 150 килограмм. 150 килограмм в этой тачке. Вот до этой отметки. Это 50 метров. Развернулись и обратно. Толкать 150 килограмм в железной тачке. Финишировать и разгрузить мешки. И теперь разгрузка. Вот все. Вот можно фиксировать время. Не знаю, честно говоря, результат, но будем надеяться, что результат достойный.
Там Шергеев полегче был. Вот был бы человек, который бы мне подсказал, не Магомед ли это Башир Мержоев, Тачка другая была. я бы ему сказал большое спасибо. Не, здесь много, здесь много. Ну, пока никто не подсказал, ладно. Ну что, представители Ингушетии там выкладывали вот эти 50-килограммовые мешки. То есть, соответственно, Сурхот Ункаев у нас будет эти самые мешки перемещать по дистанции. 50 метров туда, разворот и обратно. Вот такой спорный такой у нас вид спорта. Перемещение тяжести на дистанцию. Кто бы мог подумать, да? Вроде чего проще. Загрузил мешки в тачку и вот так 50 метров туда, 50 обратно и разгрузила. Столько вопросов, столько разговоров, столько споров вокруг. Раз, два, три. Вот надо и вперед. Бегом. 150 килограммов. Главное, наверное, грамотно развернуться. Не попасть вот в этот бортик. И вот, наверное, поперек дорожки все-таки ездить тоже не надо. На этом потерял время Сурхот Ункаев, но разгрузил мешки быстро. Главный судья дисциплины лазания по канатам. Мы просим вас подойти к секретарю. Главный судья дисциплины лазания по канатам. Мы просим вас подойти к секретарю фестиваля. Немножко выбился Сурхо где-то в середине дистанции, да, из темпа ритма как-то побежал не вдоль вот дорожки, а поперек ее, конечно, время при этом потерял спортсмен из Ингушетии. И вот там мяч после удара одного из футболистов сборной Чеченской Республики чуть ли вот на старт переносчиков тяжестей не улетел. Вот Сурхот Ункаев. Будет ли вот у нас нам, да, но видно, да, вот видите, как-то так поперек дорожки побежал Сурхо. Кто? Кто? Северная Осетия, Алания. Смотрим протокол. Вадим Кумаритов. Представитель Северной Осетии. Трудно, конечно, вот так на глаз оценить, быстро ли бежит сейчас Вадим Кумаритов или он уступает своим соперникам. Конечно, если бы бежали там по дистанции рядом друг с другом, было бы понятно. Но когда вот на время, вот в чем был, наверное, вопрос. Вот нужно вот на эту синюю линию тележку завернуть и только после этого приступать к разгрузке. Ну, судя по всему, Кумаритов не очень доволен своим выступлением, своим результатом. Хотя вот все нормально. Вдоль дорожки, без всяких неправильных поворотов. Но, видимо, скорость была не слишком высока у представителя Северной Осетии Алании. Итак, кто дальше? Ага. Я смотрю, там представитель чеченской команды. И вот, наверное, вот это у нас Магомед Башир Мержоев. Приношу свои извинения за то, что вот не знаю этого замечательного парня в лицо, но если он будет очень быстро бежать, значит это действительно Магомед Башир Мержоев. Ну и, наверное, вы слышите, судя по поддержке стадиона, это чеченский спортсмен на дистанции. Четкий поворот. Не надо терять сейчас скорость Магомед Баширу.
Надо еще разгрузить. Быстро. Молодец. Руки поднял Магомед Башир как победитель. А стал ли он истинным победителем, я думаю, что мы с вами узнаем чуть-чуть позже. Вот еще раз смотрим, как шел по дистанции Магомед Башир Мирзоев. Главный судья соревнований по ходьбе на ходулях вас срочно просит пройти в секретариат. И вот так разгружал мешки чеченский атлет. Напомню, каждый мешок по 50 килограммов. В сумме 1,5 центнера, и все это добро нужно вести 50 метров по беговой дорожке в одну сторону, затем развернуться, вернуться обратно и поучаствовать в разгрузке своего транспортного средства. Грузчиков, к сожалению, нет. Все сам должен делать участник. Ну что, еще один спортсмен на старте. Знать бы он откуда. Пошел до 3. Раз, два, 3. Ну, во всяком случае, достаточно уверенно. Ой-ой-ой, только я хотел сказать, достаточно уверенно чувствует себя спортсмен. Опрокинул он тележку. Снова ему нужно загружать в нее мешки. Самые благодарные зрители всегда здесь, на стадионе Султана Белимханова, извините, всегда не поддержат того спортсмена, который, ну вот что-то у него не получится. Всегда он может рассчитывать на поддержку добрых чеченских болельщиков. Вот буквально из последних сил, там уже по синусоиде спортсмен довозит тележку до финиша и разгружает ее. Ну, ни о каком чемпионском времени, конечно, речи быть не может. Ну, вот случаются и такие выступления. Что сделаешь? И вот тот самый момент, когда спортсмен тележку свою и перевернул. Я вот не знаю, мешают вон те люди, которые там, да нет, они, в общем-то, далеко от поворота, так что все нормально. Это вот с той точки было такое ощущение, что люди там буквально возле тележки перевернутой стояли. Да нет, все нормально. Ага, ну вот, судя по всему, это представитель Кабардино-Балкарии Анюар Шагенов. Не будут же для кого-нибудь из соперников вот представители Кабардино-Балкарской команды вот так вот складывать мешки? Вряд ли. Хотя, конечно, фестиваль братских команд, так что и это может быть. И Тамерлан Гучигов уже пытается договориться с главным судьей соревнований, а это Адам Китляев, ну, может быть, с кем-то еще, чтобы они нам рассказали об этих вот соревнованиях. Ну что, Анюар Шагенов. Но это мои предположения, надеюсь, что они верны. Раз, два, 3. Ну что, атлет из Кабардино-Балкарии отправился на дистанцию 50 метров. Бег нормальный. Да, это действительно Анюар Шагенов, потому что я смотрю, с трибун его поддерживают атлеты в красной форме Кабардино-Балкарской команды. Заметил, конечно, скорость в конце, на финише
Ануар Шагенов. Ну, время не знаю, насколько будет у него хорошим и на что этого времени хватит. Точнее, какое место может занять Шагенов, показав такие секунды. Вот смотрим еще раз. Тяжело, конечно, Шагенову было, особенно на последних метрах дистанции. Да и разгрузка такая у него трудовая произошла, особенно с последним мешком, который он, наверное, с последними силами и выбросил из тележки. Так, кто там вот такой красивый, с разведенными в стороны руками? Не представитель ли это Дагестана? Абдулла Каранаев, так обозначено в протоколе. Ну и я видел там вблизи Адама Китляева, действительно тренера в форме сборной команды Дагестана. Я понимаю, Дагестан до последнего будет бороться за лидерство на этом фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Но вот, судя по всему, не удастся-то переиграть чеченскую команду, которая сейчас в общекомандном зачете лидирует с большим отрывом, с отрывом в 10 очков. То есть, понимаете, для того, чтобы потерять свои преимущества чеченской команде, надо вообще финишировать последней во всех оставшихся видах спорта, что, в общем-то, невозможно. Тем более, что сейчас вот здесь, в этом виде спорта, в перемещении тяжестей по дистанции, Магомедбашир Мержоев один из фаворитов. Более того, победитель прошлогодних Кавказских игр в Пятигорске. Ну, смотрим. Быстрая погрузка. И смотрите, как, на какой скорости летит вперед этот спортсмен. Главное четко развернуться. И четко разгрузить. Ну что, неужели вот этот спортсмен показал наилучшее время? Или нет? Или как раз вот обнимают Магомедбашира Мержоева? Да, действительно трудный вид спорта. И самое, наверное, тяжелое — это разгрузка. В тот момент, когда сил уже практически нет, нужно вытащить из тачки всенепременно 3 мешка, каждый из которых весом в полцентнера. Ну что, есть еще участники? По-моему, да. Вот и еще один повтор выступления атлета, который только что финишировал. Дорогие друзья, мы прощаемся к вам с убедительной просьбой. Сейчас начнется эстафета, дорогие друзья, но не всегда я могу определить, кто же там выходит на старт, потому что вот не в форме своих команд там атлеты. Вот мне сейчас подсказывают, что вот это-то и был Магомедбашир Мержоев.
Мы также просим телевизионные компании убрать ваши камеры с беговой дорожки. Что, в общем-то, радостно, потому что в прошлом году этот спортсмен победил в Пятигорске, но и здесь, на родном стадионе, имени Султана Белимханова, он тоже праздновал победу. Вот бы нам поговорить с кем-нибудь из судей, тогда бы была у нас вообще полная ясность. Вот мне подсказывают, что кто-то из судей может внести ясность в распределении мест вот в этой дисциплине, в переноске тяжести на дистанцию. Ну вот подсказали мне, что будет Черим Ингушев. С удовольствием послушаем. Когда он все-таки доберется до нашего микрофона. Слышу, нормально. О, отлично. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у нас тут, ну точнее, у меня небольшая такая заминка. Кто все-таки победил? У кого лучшее время в этой дисциплине? Ну, по... Сейчас, минутку. Ага. По соревнованиям по переносу тяжести можно сказать, что никаких изменений с прошлым годом нет. Опять же, отличилась команда Чеченской Республики и Ингушетии, вернее, Дагестана. То есть вот представители этих команд заняли два первых места. Да, два первых места. И третье место... Третье место заняла команда Ингушетии. А вот скажите, намного ли Магомед Башир Мержоев опередил Абдуллу Каранаева? Так, ну на доли секунды он опередил. Слушайте, а вот... У него на секунду, да, почти опередил он. 28:50 у него, а у другого 29. Да, почти на секунду опередил он. Ну это, в общем-то, достаточно много. Это хороший результат. Он опередил на секунду. А вот и не могу вам не задать вопрос. Вот там было большое обсуждение перед стартом. Что обсуждали? А как разгружать вот эту тележку? Нет, тут небольшая заминка произошла у строителей с тем, что раньше останавливались на прямой, тачка останавливалась и разгружали. Но производился сброс, и во время сброса повреждалась беговая дорожка. Понятно. А беговую дорожку ремонтировать не очень-то удобно. Поэтому, если, допустим, каждый из этих 7 человек сбросит тележку на беговую дорожку, то она может порваться. Да, будет невесело. Да. Поэтому это обсуждалось. И было принято такое решение, чтобы до разворот чуть-чуть, и чтобы можно было безболезненно для беговой дорожки. Безболезненно для беговой дорожки, чтобы остановились. То есть участник останавливал тележку руками. И исходя даже из этого, в этом году показаны хорошие результаты по сравнению с прошлым годом. Ну и с другой стороны, я вот понимаю, что все участники были в одинаковых условиях, никто не имел преимущества, и все показанные результаты вот правомерны однозначно, да? Да, ну по Ставропольскому краю один при развороте он упал и показал более такой плохой результат. А так остальные все результаты стабильные.
Понятно. То есть, исходя из 40 секунд. Даже Понятно. при том, при котором, когда было усложнено с остановкой. Понятно, большое вам спасибо, все разъяснили, все пояснили, теперь все понятно, кто занял первое место и почему была заминка еще до старта. Спасибо большое вам за участие в нашей прямой трансляции. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, вот еще одну единичку мы можем вписать в перенос тяжести на дистанцию. Пожалуйста. Чеченская Республика, еще одна единичка, итого 14 баллов. Республика Дагестан, вот 2 балла, итого 25. То есть получается, было 10 очков разницы между Чечней и Дагестаном, а теперь 11 очков разницы между нашей командой, которая занимает первое место, и командой Республики Дагестан, которая пока вторая. Хорошо. Это я отвечаю нашему режиссеру, который говорит, что сейчас у нас на связи будет Магомед Башир Мирзоев. Магомед Башир. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поздравляю вас с сегодняшней победой, поздравляю вас со второй победой подряд. С третьей. С третьей? Ой, извините, не знал, что это уже была третья. Вот Адам Китляев сказал, да в общем там нет проблем, Магомед Башир всех обгонит. Это действительно вот было так? Да, я трудился, у нас сборы проходились 3 месяца. Мы под руководством наших тренеров, под руководством министра спорта, мы тренировались, поэтому как-то результат очевиден. Вот третья победа подряд. И больше секунды или около секунды вы привезли своему сопернику из Дагестана. Что, соперники не очень сильные? Или вот в Урус-Мартане вот таких богатырей растят, рядом с которыми вообще все остальные так? Да не, они как бы были очень сильными. В прошлом году он только на долю секунды, я его только обыграл. Позапрошлом году он то же самое занял. То есть он подряд 3 года занял 3 вторых мест. Вот, в прошлом году где-то на доли секунды я его обыграл, в этом году только на секунду. Просто-напросто для них как бы, то есть моя тачанка там, ну как сказать, он на ней не тренировался, поэтому, наверное. Ага. Ну что, большое спасибо, Магомед Башир, с третьей вас победой. Спасибо. Сегодня вот силачи из Урус-Мартана просто супер, да, и Адам Китляев, который 95 килограмм толкнул одной рукой, и вы. Большое спасибо. Давайте будем болеть за легкоатлетов. Эстафета пошла. Эстафета 4 по 200 метров, дорогие друзья. Еще после финиша у нас останется мини-футбол и перетягивание каната. И Чеченская Республика на первом месте с достаточно большим отрывом. Чеченские спринтеры. Лишь бы не ошибиться в передаче эстафетной палочки, а так, я вот разговаривал с судьями, они сказали одно, да в общем-то никто не сомневается в победе чеченской эстафетной четверки. И вот смотрите, действительно очень большое преимущество нашей команды. Я так думаю, что мы еще одну единичку впишем. И что? И финиш! Все, команда Чеченской Республики выигрывает легкоатлетическую эстафету. Андрей Самарин, Василий Щербаков, Сергей Полуляшный, Никита Пышненко. Вот эти 4 парня выиграли вот эту эстафету. Выиграли, в общем-то, без проблем. Я, честно говоря, даже не успел посмотреть, кто же там у нас пришел вторым. Настолько велико было преимущество
легкоатлетов, которые составляли команду Чеченской Республики. Еще одна единичка, дорогие друзья. Я так думаю, что вот, ну честно, вот давайте будем честными перед самими собой. Ничего из ряда вон и выходящего, я думаю, уже не случится. Хотя тьфу-тьфу-тьфу, понимаете, ну, все может быть в этой жизни и в этом спорте, но пока безоговорочное преимущество команды Чеченской Республики. И вот он финиш эстафетной четверки. Если не ошибаюсь, вторым опять был Дагестан. Жаль, конечно, вот это вот, ну не сказать, что это претензия, да, но вот когда действительно все команды будут выступать в единообразной, что называется, форме, в общем-то будет легче и комментаторам, и всем остальным. А дело в том, что, ну, наращивает свои мускулы, свою мощь вот этот фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Ну, надо вот и в форме все-таки постараться сделать это все на более таком высшем уровне. Ну вот я смотрю, тут появляются такие зеленые скамейки, на которых будут сидеть футболисты. А значит, что у нас осталось? У нас осталось сыграть мини-футбольный финал и поучаствовать в перетягивании каната. Уважаемые друзья, через несколько минут мы огласим результаты эстафеты. И после этого состоится финальный матч по мини-футболу, в котором, я напоминаю, встречаются команды Дагестана и Чеченской Республики. Ну, результаты легкоатлетической эстафеты мы с вами, дорогие друзья, видели, что называется, воочию. Чеченская команда победила с большим преимуществом. Ну и с тем же большим преимуществом наша команда лидирует фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Дорогие друзья, третье место в эстафете. Ну вот что касается эстафеты. Александр Коновской уже у нас готов об этом рассказать. Давайте послушаем. Победителем стала команда Чеченской Республики. Проходили в Пятигорске, победила команда Чеченской Республики и повторила свой успех. В этом году здесь у себя на родном стадионе пробежали 4 по 200 эстафету, улучшили результат и тоже стали, чеченская команда стала первой. Если в прошлом году бежали 1:26, в этом году 1:24:95. Достаточно сильный результат. То, что на сегодняшний день. Второе место Дагестан. Также в прошлом году был тоже Дагестан на Кавказских играх. И третье место Кабардино-Балкария. Александр, ну вот насколько я понимаю, практически одни и те же люди на пьедестале почета. Снова Чечня, снова Дагестан и Кабардино-Балкария, которая, в общем, является вот такой одной из самых стабильных команд, которая все время в тройке, чуть ли не в каждом виде. Если рассматривать на сегодняшний день, то не во всех Кавказских республиках есть такие стадионы, как сегодня мы, как судьи, приехавшие обслуживать Кавказские игры, наблюдаем такие, как построенный новый стадион, ретартановое покрытие, отношение к спорту, отношение к тем, будем говорить, отношению к спорту, которое на сегодняшний день сложилось в республике. Ну и виден результат тех ребят, которые стараются и выступают за свою республику. Ну, то есть, действительно, вот как относятся к спорту в республике, такие же результаты показывают и спортсмены. Да, практически это всегда взаимосвязано. Отношение
и руководство, которое сегодня мы наблюдаем, это отношение в первую очередь президента республики Рамзана Ахматовича Кадырова, то внимание, которое уделяется сегодня развитию спорта на Кавказе, развитию спорта в самом Грозном. И мы, когда приезжаем сюда судить соревнования, с честью, то, что высокая культура, отношения, то, что мы сегодня видим, это действительно необыкновенно хорошо, прекрасно. Александр, большое спасибо за то, что рассказали, кто победил, кто занял второе и третье место. Но особая наша благодарность, конечно, вот за эти хорошие слова в адрес чеченских спортсменов, да, и, в общем, вообще развитие спорта в Чеченской Республике. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, будем ждать, когда же, наконец, пройдет мини-футбольный финал. Всегда говорят, что вот, например, на зимней Олимпиаде самое главное — это финал, хоккейный. Ну вот не знаю, главное ли на этом фестивале, на этих Кавказских играх мини-футбольный финал, но это всегда интересно. На 8-м часу прямого эфира немножко начинает першить в горле. Сейчас, одну секунду. Ну все, я думаю, что все в порядке. В прошлом году в Пятигорске наша команда мини-футбольная даже не вышла из группы, а вот тут под руководством Руслана Герзичева мини-футболисты из Чеченской Республики вышли в финал. Ну и команда Дагестана, которая, в общем-то, числилась фаворитом в этих соревнованиях, потому что действительно есть профессиональная мини-футбольная команда. Не только есть Анжи, но и есть и мини-футболисты в Дагестане, так что не знаю, кто возьмет верх. Ну, в любом случае, команда Чеченской Республики, я так думаю, даст бой соперникам из Дагестана, сколь бы опытными и умелыми в мини-футболе они ни были. Все-таки свое поле, все-таки родные зрители, которые будут поддерживать чеченских мини-футболистов. Вот те, кто отсоревновался, уже вот заняли места на трибунах, здесь на подиумах, где уже не проходят соревнования. И все наблюдают за тем, как два последних подиума разыграют. Сначала мини-футболисты, ну а затем мастера перетягивания каната. Я вот смотрю, если так посчитать, эстафета. Чеченская Республика снова первая. Дагестан второе место. Раз, два, три, четыре, пять. В 5 видах спорта одержали победу чеченские спортсмены. Армрестлинг, эстафета 4 по 200 метров. Передвижение на ходулях, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию. Второе место в лазании по канату, силовом троеборье и борьбе на поясах. 4 место в прыжковом двоеборье заняла чеченская команда. И сейчас посчитаю: 5, 9 и еще 6. Итого 15. Вот смотрите, 15 очков у чеченской команды.
Что касается сборной Дагестана, у них 27 баллов. Ну вот пока я начал сам считать, снова большое спасибо тем, кто мне принес протокол. Тут уже все и без меня давно подсчитано. 15 очков у команды Чеченской Республики, 27 у Республики Дагестан, 30 у Кабардино-Балкарии, 38 у Ингушетии, у Карачаево-Черкесской Республики 42 балла, Республика Северная Осетия, Алания 48. И вот на последнем месте представители Ставропольского края. У них, не знаю, рекорд, не рекорд, но вот в 7 видах спорта они были последними. Ну вот если это рекорд, то рекорд с приставкой «анти». Вот единственное, что, например, лично мне не хватает, это фамилии на спинах футболистов. К большому сожалению, не знаю, кто из них кто. Но, может быть, там по стадиону объявят хотя бы, кто забил гол. И на этом, как говорится, большое спасибо. Ну, давайте я вам все-таки еще раз назову составы команд. Я их уже называл, но это было давно. Вполне возможно, что вы забыли, кто выйдет сегодня на поле в составе и той, и другой команды. Ну, давайте начнем с гостей, с команды Дагестана. Итак, Гамзат Амаров, Гаджимурат Абушев, Артур Гаджиев, Малалали Курбанов, Мурат Хайбулаев, Рустам Шилаев, Абдулмукмин Хакимов, Нариман Нурмагомедов, Алияр Исмаилов. Это сборная Дагестана. Что касается команды Чеченской Республики. Расул Асхабов, Турпал Тепишев, Батыр Умаров, Зелимхан Асхабов, Рустан Уматгириев, Борз Садаев, Аслан Дашаев, Заурбек Дисиев. Чеченская команда пошла в атаку, но удар сильный, но не точный. Может быть, в большом футболе имел бы он успех, но здесь в мини, к сожалению, и ворота маленькие, да и площадка небольшая. Дагестанцы в атаке. Мог состояться удар по пустым воротам сборной Чеченской Республики, если бы нападающий дагестанской команды к этому мячу успел. Но не успел, поэтому счет по-прежнему 0-0. Не открыть счет в этом матче. Чеченская команда с мячом. Вот смотрите, наверное, знаете основные вещи мини-футбола. Это, во-первых, останавливание мяча вот так вот подошвой. Да и, в общем, своеобразная техника. Дагестан в атаке. Удар хороший. Но мяч в створ ворот не попал, хотя, в общем-то, и летел на нужной высоте. Чеченская команда с мячом. Вот опять удар. Мяч улетает. И вот смотрите, опасный удар по воротам чеченской команды. Вы в повторе видели. Ой, какой гол! Какой обидный для дагестанской команды. Вот так вот. Калитку. Очень обидно для вратаря, когда мяч вот так вот пролетает неожиданно. Не знаю, вот кому-то вратарь сейчас предъявляет претензии, а претензии он предъявляет, но, наверное, нужно только себя корить за то, что мяч оказался в воротах дагестанской команды. А сейчас голкипер чеченской сборной мяч отбивает и тоже, в общем-то, покрикивает на своих защитников. Ну, нельзя же совсем без ударов. Не дали десятки дагестанской команды пробить наши футболисты, но и сами не смогли организовать быструю атаку.
из-за боковой. Вот ногой вводят футболисты сборной Дагестана. И пошли они вперед. Хотя нет, вот пока от своей печки. Ну, можно бить. Вратарь! Вратарь нашей команды молодец. Ну что, молодец, не молодец? Да нет, все нормально, все хорошо. И удар с угла поля. Вот такой он угловой в мини-футболе. Не прошла атака у чеченской команды, однако там подстраховали своего партнера сразу и вратарь, и защитник. А вот это вот такой неожиданный удар, и мяч буквально прошил голкипера дагестанской команды. 1-0. Сборная Чеченской Республики пока выигрывает у своих соперников из Дагестана. Удар! Мяч попадает в защитника нашей команды. Ну что? Ай! Была вот такая попытка сделать красивый пас туда на парня, который врывался по флангу. Дагестанцы с мячом. И за боковой вводят сейчас дагестанские футболисты мяч. Ну что, продолжается у нас матч. И вот смотрите, еще один опасный удар. Десятки. Ну, в общем, это не еще один, а тот, который вы уже видели. Это был повтор этого удара. Но это хорошо, что вот мы повторяем те удары, которые уже были ранее. Потому что новых опасных ударов футболисты Дагестана по воротам нашей команды не наносят пока. Отобрали мы мяч. Длинный пас вперед. Уронили четверку чеченской команды на газон, на искусственный. Сделал это 4-й номер команды Дагестана. Ну что, можно пробить, наверное, с этой точки. Вот еще раз. А нет, там даже не 4-й номер, а десятка дагестанской команды уронил чеченского футболиста. Смотрите, куда вратарь там вышел. Ого-го. Вот это сократил дистанцию. Тем не менее, чеченская команда продолжает атаковать. Мяч за боковую не вышел. И дагестанцы пошли к воротам. Да, там нарушение правил судья фиксирует. Предупреждение выписывает игроку чеченской команды. И вот смотрите. Штрафной удар у нас будет. 9-й номер, конечно, виноват. Сборная Чеченской Республики. Ну, теперь нужно правильно выстроить стенку. Ну и вратарю, разумеется, быть начеку. Хотя непонятно, там сразу будет прямой удар или будут разыгрывать дагестанцы. Вот. Очень хорошо разыграли. Мне лично понравилось. По-моему, многим болельщикам, которые болеют за команду Чечни, тоже понравилось, как дагестанцы разыграли этот штрафной. Побольше бы таких штрафных, побольше бы таких розыгрышей. Ох, какой удар! Ближний угол. Ну, там вратарь, наверное, контролировал ситуацию, потому что бросался за мячом. Но все-таки надеюсь, что 76-й номер на его спине — это не возраст голкипера, хотя видно, что, конечно, он не первой молодости. Но вот смотрите, а бросается-то как в воротах. Наверное, бы все-таки отбил вратарь этот мяч, если бы он летел в створ ворот. Чеченские футболисты с мячом. 1-0, напомню. Чеченская команда выигрывает у Дагестана. Но главное, мяч-то не терять и не дарить его соперникам. Вот не успел я сказать. Не сказать, что подарили, но все-таки отдали.
И правила, наверное, нарушать все-таки нужно поменьше. Хотя я смотрю, судья нарушение это правил не зафиксировал. Ну, наверное, судья был и прав, потому что не успел там даже коснуться чеченский футболист дагестанца рукой, как тот уже свалился на газон. Давайте, ребят, можно и в свои забить, мы не против. Дагестанская команда атакует. Эх. Приложился-то футболист из Дагестана к мячу хорошо, но удар заблокировал чеченский спортсмен. И из-за боковой. Еще раз из-за боковой. Кто? Снова дагестанская команда ведет мяч. Дагестанцы в атаке. По-прежнему территориальным преимуществом в общем и целом владеет дагестанская команда. Атакуют они почаще. Чеченский коллектив действует вторым номером на контратаках. Одна из таких контратак принесла успех нашей команде. Но вот дагестанцы пошли вперед. И повезло. Повезло, когда пятый номер нашей команды выбил мяч буквально из пустых ворот. Перекладина. Да, вот интересная все-таки игра мини-футбол. Действительно, мяч налево, мяч направо. Сначала чуть не забили дагестанские футболисты, и в ответной контратаке мяч уже попадает в перекладину ворот дагестанской команды.